Всем привет, мои сладкие пирожочки. Не прошло и года, как я выпускаю новое видео, и пару слов о фильме расскажу, давайте. В этом фильме расследовании мы окунемся в токсик комьюнити игры Казаки 3. Есть множество обучения, как играть в казаки, какие билды использовать, а обучения, что из себя представляет наша маленькая токсик комьюнити, нету. И поэтому я, во-первых, решил сам для себя разобраться во всех его хитросплетениях, и, во-вторых, показать вам полную картину. Особенно это будет полезно новичкам, которые только недавно в казаках и слышат разные слова вроде «чумные», «выцицисты», «антистеночники» и ничего не понимают. Вся информация, что будет в видео, была собрана по кусочкам у десятков игроков и сложена в единый пазл. Что ж, приятного просмотра. Скажи начало своего конфликта, противостояния с чумными, с чего все началось, к чему это привело и что у тебя вообще сейчас с ними? Мгм. Ну, вот начало было в то, что когда я первый раз зашел в казаки, это уже 22 год, во время войны, я зашел просто играть, то есть я не состою там в дискорд-серверах, я не люблю там особо общаться там с кем-то, да, то есть я вот в дискорд-сервер там какие-то зашел когда-то, я там никогда ничего не писал и никогда их не открывал. И вообще дискорд я зарегался только в конце 2020 года, и для меня это типа бесполезная программа была. И вот я зашел в казаки, то есть это уже война была, 2020 год, май. Я вижу, что какое-то там как-то огненное пламя или что такое всех оскорбляет в чате, там, ну, насчет войны, там, что мы там всех забьем, там, типа, всех там мужчин на Украине, типа, убьем, короче, такое дальше. Я просто это видел, я не реагировал на это, потому что я зашел просто, типа, поиграть, и все. Ну, там, конечно, Чуме отвечали, что там, что Чумы там за $10, типа, пропаганду купили, всякое такое. Но я не знал, кто это такой. А, я только слышал о нем, короче. И потом, короче, там, ну, я слышал, ну, мы когда-то у нас были с ними игры, еще в 2020 году, один на один. Я знал, что это Чума, но точно не знал, типа, что у него там канал, не мог его найти. И тогда он проиграл, и тогда у нас еще нормально было. Потом летом мы как-то с ним попадаемся вместе, один напротив друга в рейтинге. Ам, И, короче, я его побеждаю. Я делаю, короче, обзор этого ролика. И потом мне пишет аккаунт именно Чумы в комментариях. Он там Мгм. пишет, типа, классный, типа, обзор, только там я то-то-то, короче, там что-то там, тебе там повезло, короче, там что-то, ну, обзор хороший, типа, то-то-то, можем там еще сыграть. А я, типа, прошу его, типа, скинь, ну, я уже как бы есть, ну, говорю, типа, скинь ссылку, типа, на этот стрим, где мы играли, типа. Я захожу, короче, на его канал и вспоминаю, что был такой чувак, который там в чате всех оскорблял по поводу вот этой войны, там, национальности и все остальное. Что он там, когда украинцы там, короче, он видел приставку ЮА в нике, например, там, Олег ЮА, он писал ему, короче, всем украинцам писал, типа, как ЮА расшифровывается, типа, там, умственно отсталый, типа, вот такую вещь он писал. Я захожу на его Охренеть. канал, ну, это прям на стриме он делал. Я захожу на его канал, и я вижу вот эти стримы, я их листаю, вижу, что там выведена вот именно пропаганда, вот эта вся, короче, по поводу войны. Я вижу, как он оскорбляет людей, на этом пару скринов сделал. И вот с тех пор я принял решение с ним вообще не общаться, ну, не контактировать с ним, короче. Я, конечно, там еще какие-то ролики. Ну, на тот момент уже было снято, короче, с ним ролик, как мы играли один на один со старых игр. Был ролик, как мы еще в рейтинг попадались, и был ролик вот этот свежий, как он проиграл мне в рейтинге, когда я через крепость играл, он играл в 400 рандашир, ну и там он ничего не мог сделать, пошел по диагональному союзника, я пошел, короче, на его базу снес. И тогда, короче, он начал какую-то на меня пропаганду нести, что там я играю под какими-то никами, там, Азов, оскорбляю, типа, русских, там, всякое такое. Ну, понятно, что то был не я, как бы, и я играю только с одного ника, и при том, что он умеет смотреть вот эти Steam аккаунты через, ну, блокнотик он еще умеет, то есть он на этом очень попает, именно смотреть аккаунты, там все остальное. И, ну, он очень много там начал, короче, грязи нести, мне в комментариях он начал писать, там я когда ролики снимал, что там
что вы хотели там от соседа с Арестовичем, то есть он же там украинец, там типа, ну, он часто писал, короче, когда у него хост там, например, ливал, либо что-то такое было, он писал: опять, типа, хост ливнул, наверное, опять украинец. Ну, типа, вот такая вот пропаганда у него жесткая была в сторону Украины. Я Мгм. тогда с ним, короче, перестал общаться, контактировать, но так как у него появилась поддержка в виде... Тёмка изначально был мой подписчик, изначально ему очень мой канал нравился, и он даже играл в крепость. Но потом, определенное время, он присоединился к Чуме. У меня как раз был такой небольшой перерыв по контенту, потому что там электричества не было. И Чума его хорошенько промыл по поводу крепости. И Тёмка начал говорить, что крепость не работает. То есть был такой переломный момент у него, когда из любви к моему каналу и крепости он стал, короче, жестким сектантом, и который против крепости, короче. Это Из-за чего получилось. это началось в большей степени на тебя и на Чуму? То есть, может быть, ты говорил что-то в их адрес, или почему так получилось, что Ну, вас смотри, стали изначально называть началось чумными? чумными, я так помню, насколько чумной был еще изначально Дима, но это как бы его просто ники сковеркали, так получилось. Ничего в этом плохого и критичного, ну, никто не видел изначально. То есть это просто как ник был. А в Мгм. итоге, когда я начал играть, я играл как нуб. Я реально играл как нуб. Я играл все время в стенку на 30 ПТ с множеством крестьян. Ну, то есть прям вот это была моя опция. Я прям знал, как защищаться, как что делать. Но потом я начал общаться с Димой и вообще узнал вообще, что в игре есть очень много нюансов, о которых никто нигде не рассказывает. Ну, Димон меня обучил, и получилось так, что я попал на какое-то видео Николаса, в котором в комментарии написал о том, что, ну, сейчас стенка на этих опциях так не работает. Ну, я открыто это сказал, потому что я это протестировал. У меня есть четкое понимание, четкий опыт. Мы тестировали, мы не просто с бухты-барахты взяли и что-то там сказали. Были моменты, мы с Владимиром, например, сидели, ну, не знаю, дня два-три, наверное. Мы прям играли игры 1 на 1, 2 на 2, специально пытались стенку строить в рейтинге. Ну, то есть мы прям реально пытались, занимались вопросом. Мы хотели понять, это сейчас играбельно или нет. И исходя из этого, ну, после этих всех экспериментов я написал о том, что сейчас стенка так не работает. Ну, Николас, естественно, надо же аудиторию чем-то подогревать. Был Вася Нечаев, был Дима. Дима уже никому не интересен, надо новую личность какую-то сделать. Ну, все, появился Тёмка Чумной, и исходя из этого это стала уже секта, так называемая некоторыми игроками. Ну, я думаю, что к дураку, ну, тут дураку понятно, что очень много людей, которые просто, опираясь на слова некоторых личностей, начинают думать, что это правда так. И это вот Мгм. так и осталось. То есть не было каких-то там нюансов, там сборищей, что мы там воюем или не воюем. Это произошло потом. Вот изначально были названы чумные. После этого мы очень долго ругались за стенку. Мы с Николасом... В Чумы, там в Тёмке, у них есть кое-какая шиза, то есть им кажется, что их постоянно преследуют, что у всех, короче, свободного времени куча, и за ними там следят, и Чума очень много раз заявлял, что там я играю какими-то по другими никами, там что-то под Азовом. Он говорил, что я там людей каких-то оскорбляю, короче. Ну, он не только про меня, он уже давно таким занимался, он занимается этим 9 лет. То есть он 9 лет, например, там какой-то человек играет, Владимир там подписано, он: "О, это Пантера играет под Владимиром, о, это Марио под этим играет". У него такое 9 лет. Это прекрасно все знают. Это в ролике Апельсина есть описано, что у него такая есть шиза, что ему кажется, что везде одни и те же игроки, и все имеют там по 10-20 аккаунтов, как ну, чумы аккаунтов. Ну, то есть он по себе судит, получается. Да, вот так и выходит, что у него аккаунтов очень много. И плюс он еще берет аккаунты друзей. То есть он играл практически со всех аккаунтов, которых он знает. Ну На, и на вот всех когда они еще... родственников оформил аккаунты. Ну, типа того, да. И когда они еще были в клане NF, вот там, где Апельсин, Фулкрум, Гога, Батон, то у них была такая штука, что там сильнейшие, кто сильнейший из них, они брали аккаунты слабших и выигрывали в рейтинге, чтобы набивать, короче, рейтинг. И там в Мгм. основном там Чума, Батон, вот они, два игрока, которые за всех играли, короче. М. Чума вот напрямую на стримах себе выводит Z-пропаганду, напрямую оскорбляет другую нацию. Владимир мне ответил:
Ну, Николас, это все же баловство, типа, он балуется, типа. Я говорю, какое это баловство? То есть вот тут сейчас напрямую, типа, идет война, он оскорбляет напрямую, там, радуется, что там дома взрываются, потому что был случай, у нас есть игрок Святой Тапок, он из где-то с того, ну, с востока Украины, ему, короче, разбомбили дом. И Чума тогда на этот тем поржал, и в них случился словесный конфликт в Дискорде, в Чумы и Тапка. Ну и Тапок потом, конечно, ну, определенные вещи хочется ему сделать, но это уже такое, типа. И несмотря вот на это все, Владимир защищал Чуму, то есть он мне много раз писал, типа, там, что надо Чуме, типа, сделать, чтобы ты, типа, на него ничего не говорил, типа. Хотя я на него ничего особо не говорил, просто когда были вот какие-то там перепалки, либо что-то, я, короче, во-первых, осуждал то, что он занимается пропагандой, а второе, я высмеивал какие-то моменты, которые он против крепости говорил. Потому что Чума — это такой один из самых активных тех, кто всех промывал по поводу крепости. Владимир, он же поначалу с ними очень сильно контактировал. Он даже хотел вступить в это ВЦЦ, он хотел принимать активное участие, я так понимаю, в этой деятельности. И, ну, я не скажу, что он прям был другом там Тараса, Одина, но все равно он ну, планировался как один из ключевых, да, тем более он вроде бы тогда уже и канал начинал свой запускать, поэтому они коллаборировались, блин, ну, там то Тарас к нему, я так понимаю, зайдет в комнаты, то он к Тарасу. Понял, вот такие чисто Мгм, коллаборации. мгм. Типа, а потом уже, когда там же ж одна из критерий входа в WCC, там, ну, для россиян, да, в частности, это там признать Крым украинским, там, и пошло-поехало. И тогда уже Владимир сломался на этом вопросе. Мгм. Ну, он там причины начал войны называть, там, такие-то, такие-то, что им не понравилось. В принципе, знаешь, в чем фишка? В том, что сказать, что он не был прав, нельзя, потому что он сказал какую-то очевидную вещь, что вообще понятно, что инициаторами этой войны есть действительно люди, которые наверху. То есть это не то, что он и его сосед или там его друг захотели, чтобы они напали на Украину. То есть он в этом плане понятно, что такие решения, да, это руководство страны, это люди наверху. Но с другой стороны, это, знаешь, как идет снятие с себя ответственности из своей страны и как оправдание. То есть, но сказать, что он прям сказал, там мы не нападали, мы вообще там, знаешь, напали, чтобы вы на нас не напали, то есть такого не было. Просто он как-то по-своему это завуалировал, снял с себя ответственность, и они автоматически его назвали типа совком. Ну, что-то типа вата, понял, там. Хотя в Мгм. чем вата? Да, он там по-своему решил оправдаться, да, чтобы это уже потом, знаешь, когда он связался реально с Чумными, вот когда он уже прям тесно начал с ними. Ну, я думаю, ты, когда уже на него подписан был, уже вот этот период заметил, да, вот как они чаще у него стали тусить. Да, да, да. И и тогда он уже это уже, понял, был тот период, когда я уже, там пригласил Владимира на лайт-шоу, ну, чтобы выяснить вот эти все нюансы. Типа, и тогда для меня уже стало все ясно, что он так больше, ну, не то, что он стал прям зетником, но он такой, знаешь, что в принципе-то, а может, и это война, там, ну, и пошло-поехало. С ним общались уже после событий 24 февраля 22 года? Да, с ним общался и Сван, и Веон, и с ним все играли. Даже, ну там Сван, конечно, поудалял эти стримы. Там была игра, Владимир, Сугрызден против Иона и Свана. То есть они очень часто вместе играли, очень часто общались, были в прекрасных отношениях. И потом только Как все изменилось-то теперь? ну вот да, просто потом, когда Владимир уже начал больше к Чумным как бы подсовываться и их защищать, вот тогда от Владимира начали разворачиваться. Вот это был момент где-то 2023 год, вот это вся процесс происходил. То есть в 2022
с Владимиром абсолютно все общались, и Один там к нему хорошо относился, и все, короче, полностью все с ним хорошо общались. То есть у него могла быть огромная аудитория, но он это все М. испортил тем, что он начал очень сильно защищать чуму, очень везде его протягивать, начал какой-то бред распространять чумной, там. Ну, смотри, чумные, ну, у меня к ним максимально плохое отношение, потому что, ну, чуваки просто руинят игры, и плюс еще там пытаются навязать то, что они вот, ну, что-то могут, типа, играть умеют, типа. По факту они самоутверждаются за счет нубов в каком-то рейтинге и играют какие-то комнатки ноунеймовские. Вот в чем просто проблема. Вот тот же самый Чума делает еще миллиарды твинков, играет против нубов в рейтинге, там, в комнатках и вот так вот, типа. Мне это, если честно, ну, не очень нравится. I раньше даже chłopcy z klanu KZ, on z Kazachstanu, oni думали, я тоже z klanu KZ. Это такой прикол есть, да. Bo Да-да-да, у да. меня KZ, а Rexaid. И они думают, Да-да-да. может, они думали, я первый игроек из Казахстана. Бо, знаешь, Ага. там много побед я не знаю, как назбирал. У меня 4 штуки, но то это чуть-чуть там, ну, сижу в этой комьюнити. Но они тоже думали, что я с Казахстана. И много людей даже, как мы раньше входили в игру, они до меня казахский пишут. Я думаю, блядь, что они до меня пишут? Не понимаю. Все думали, я казах с Казахстана. Но я из Казахстана. То можно сказать, ну, я в клане KZ есть, да? Но я не в клане. Знаешь, то у Мгм. ваших чумных есть тоже такой игрок. Его зовут Сталин. Не знаю, если ты знаешь или нет. Ну, Он я его видел, да, иногда но я его тоже, не знаю. да. Я просто тоже, я заходил в эту комнату, тоже играл с ним. Просто мне тоже дал удовольствие победить с ним. Так как тоже он играл эту игру 30 ПТ, Россия против Украины. Ну, я там захожу просто, чтобы его побить. Я себе даже записал это реплей. Знаешь, как я играю, издеваюсь над ним. Ну, просто мне это дало удовольствие. То Мгм. он хотеть издеваться над другими, но просто так нельзя, некрасиво. Ну, то I'll show you something, you know. Так можно сказать. То есть ты заходишь поиздеваться над ним, как над ребенком. Ну, просто, да, его просто надо побить. Просто побить, чтобы, знаешь, он сидеть, можем играем 1,5 часа. Я посижу, если я на ночной работе, мне нормально, время есть, сижу, пью себя пиво и просто играю с ним, сичку его добиваю. Просто удовольствие. Понял, понял. Ты, я так понимаю, твою позицию, ты с ним их допускаешь играть у себя в комнатах на стриме, просто потому что ты относишься к казакам как к игре, ну, что логично. И так как Тёмка и Чумка лично с автоматами не идут в одну сторону, то есть тебе как-то не важно, потому что это прежде всего игра для тебя, я правильно понимаю? Или как-то нет? Вот ты понимаешь достаточно правильно, но как бы я тут уже некоторые вещи проанализировал в уме. Ну, поначалу, да, я хотел играть чисто вот игра есть игра. Я вот пришел, мне интересно поиграть в казаки, я очень любил эту игру. Сейчас я почему говорю в прошедшем, потому что, ну, как бы заходишь в игру и уже такое чувство, ну, как бы тебе тут не все рады. И, то есть такой осадочек небольшой. Но все равно игра очень классная, и пока ее точно покидать не хочу. Да, ну насчет Тёмки я, конечно, не знаю, там, насколько актуально будет его мнение, потому что, ну, он немножечко поехавший, ну, в плане того, что он высказывал раньше, и тоже он как бы мне угрожал, там же, помню, её как-то забомбило, и он как-то сказал, если бы он был в Москве, я ему зубы выбил бы, скоро к нему типа Во. ракета прилетит, и я буду счастлив. Ты не слышал, такой кусочек я вставлял же в ролике? Не А, слышал? Нет, не помню такого. Ну, там можешь глянуть ролик, где мой друг играл с Тёмкой, и потом попросил меня доиграть. Там в начале ролика есть этот кусочек вставлен, что Тёмка прям угрожал мне убийством, что скоро типа ко мне ракета прилетит, типа она меня убьет, и он будет очень счастлив. И потом еще Владимир это оправдывал, он говорит, ну, Тёмка, он не то имел в виду, типа, ну, короче, там очень много он бреда нес, и он там еще часто говорил, типа,
ну вот-вот, мы скоро уже Харьков захватим, скоро мы Киев захватим. Вот это он прям на стримах говорил у себя. Это еще был 2023 год. Очень многие пытаются каждый раз приплести ту ситуацию, когда я сказал на Николаса, что я очень жду, когда по нему прилетит ракета. Понимаешь? Я никогда не откажусь от своих слов. Никогда. Но Не потому, что это я хочу, перебор. чтобы... Ты же понимаешь, что это перебор? Нет, вот смотри, это перебор, потому что это так поставили. Я тебе объясню. Ты же понимаешь, что эту ракету я запускать не буду, правильно? Ну, хотелось бы. Ну, хорошо, я тогда говорю. Никакую ракету запускать я не буду. Но я бы хотел, чтобы вообще в мире, не приурачиваем ни к России, ни к Украине, никуда. Вообще в мире, чтобы людей, которые так изворачиваются и так коверкуют факты, не было. Потому что только из-за таких людей случаются проблемы. Почему АЗТ так любят играть в 400 рундашир? Потому что это уже просто мем какой-то. Потому что это мем, поэтому мы и любим так играть. М. Смотри, если ты откроешь мои стримы, например, вот открывай, знаешь как, не просто там, прям открой 3 стрима, например, любых, вот выбери 3 подряд, посчитай количество игр, всего сыграно, например, на стриме там 10 игр, посчитай, Мгм. сколько раз я сыграл в 400. Есть стримы, где я полноценно играю в них, да, такое есть, но объясняю. Например, я захожу в рейтинг на стриме, у меня 1280 очков. Понимаешь, какой союзник мне будет доставаться, да? Всегда. Мгм. А меня на стриме пытаются подловить все время. И там сидят игроки, которые специально знают, как рейтинг распределяется, они специально сливают очки и попадают вдвоем, когда за меня попадает полный нуб. Или та же ситуация, когда за меня игрок специально ничего не делает. Я просто вынужден играть в 400. Я не могу себе позволить 30 секунд проспать на 15:00, потому что это будет стопроцентное поражение. Если я играю в 400, у меня есть возможность, дай бог, снести хотя бы одного, а со вторым уже бодаться, потому что там за меня осел сидит. Понял Вот, тебя. поэтому как бы вот так. Но если ты возьмешь стримы, посчитай прям игры, и ты увидишь, что это совсем неправда. Ну, как бы вообще неправда. То же самое, что можно сказать, что Сван это играет все время в 4 конюшни Спаковой. Все, больше мы ничего не умеем, понимаешь? Ну, но Нет, это неправда. И 400 с веком, отчасти... и век, и все есть. Нет, я согласен. Но все мои игры с тем же Сопрано это, это просто всегда 400 от него. То есть для меня это тоже мем, Ну, поэтому. Саня не скрываем, да, Саня прям, он от 400 не отходит. И суть в том, что мы его обучали, он дошел до уровня, когда он начал многое делать, но потом он взял и пересел на 400. Мы говорим, Саня, тебе пора, у тебя есть уже уровень, ты прям бери и отходи от 400. Прям специально ты лучше проиграй, но тебе не надо в них играть. Вот, а он пока, не знаю, побаивается, не нравится. Это ж игра, каждый играет как нравится, понимаешь? Ну да, Исходя из конечно. этого, он говорит, да я не хочу, меня устраивает, и все. Ну, типа, вот он играет стабильно в 400, иногда 400 с веком. Все, другого он не делает. Хорошо, спрошу твое мнение. Не знаю, в курсе ты или нет, но вот буквально на днях адскую пулю кикнули с ВЦЦ и лишили визы. И, по сути, теперь у него точно такие же права, как и у тебя, как у Чумки. То есть он не может участвовать ни в каких турнирах, хотя он украинец. Как ты к этому относишься? Никак не отношусь, мне, во-первых, не холодно, не жарко, во-вторых, я вообще не понимаю, зачем пули этот ВЦЦ и зачем ВЦЦ пуля, понимаешь? Ну, то есть, мне эти вопросы вообще непонятны, вот и все. Понял тебя. Скажи, это правда, что когда Риппи только пришел в игру, он попал в клан АЗТ, а потом его все Да, равно взяли в да, ВЦЦ? да, да. Обучали И... Рипи играть именно мы. Вот так вот. То есть его ты учил играть и Чума. Да. Так Потом... же, как обучался у нас адская пуля, так же, как обучался у нас Вейбер. А, за колбасу не помню. Не помню. мгм. Эти все трое игроков, то есть сейчас это игроки, про которых многие говорят, все думают, что они там сильные, ни хрена. Они далеко еще не сильные, они выше среднего однозначно, они хорошие игроки, прям молодцы.
но они не пуп земли, как они себя пытаются представить. И это не так. Действительно сильный на голову сильнее игроков — это Рипи. Потому что он сначала пообучался с нами, вышел, и он очень много еще поднатаскался уже когда умел, и, ну, он знал уже многие нюансы. Представляешь, когда, например, человек заходит в ВЦЦ, с ним играют, его просто побеждают, он просто проигрывает и все. А Рипи зашел, он уже умеет анализировать, он понимает, почему здесь так произошло, здесь так. Он отыграл очень много игр с хорошими игроками, такими как Артем Про, Сван. И благодаря этому, он, я думаю, он их потом проанализировал, посмотрел, научился, потому что он уже механику знал. И он прям М. вырос на голову относительно всех остальных игроков, он на голову сейчас выше. Но опять же, топом его назвать, ну, наверное, я не смогу, но прям сильный игрок. Я думаю, что, ну, я говорю, никакой адская пуля, там, условно, Вейбер, никто там и в пометках не годится по сравнению, ну, это прям голова уровня разница. Вот так вот даже, да? То есть Риппи — Да? гордость АЗТ. Нет, вообще не гордость, мы такими не гордимся. Это, знаешь, это даже не то, что предатели. А, Обидно, что нет уважения к тем, ну, как бы, мы не против, вы знаешь, написали бы там условно, мы уходим и все. Нет, Мгм. ну, ушли и ушли. А проблема в том, что это было все перековеркано. Ну, они-то пошли в ВЦЦ, так как Да, они были да. там, им надо было какой-то компромат. Они начали у нас в чатах именно искать, опять же, эти нарезки. Ну, представь, мы, например, обсуждаем там 5 сообщений, и в конце кто-то какую-то шутку выдает там, или не шутку, ну, понимаешь, но это надо читать в контексте. Они берут, обрезают и показывают, да вот. А то, что там еще 3 сообщения до было, важных, которые бы поменяли контекст этих слов совершенно, они не показывают. Ну, и как бы вот это обидно. То, что, например, Мгм. адская пуля говорит про то, что он с нами не учился, и он такой молодец. Ну, даже можно открыть мои стримы, и даже там его можно найти, понимаешь? Но при этом нет, я не знаю, где он там говорит, учился он играть, там, в ВЦЦ, не в ВЦЦ, мне вообще все равно. Но суть в том, что было столько разобрано игр, столько сделано тренировок, вплоть до того, что мы в редакторе просидели часов 6 с ним. Мы калькулятор, блядь, из рук не выпускали, понимаешь? Да Вот, ладно, вот то есть это обидно, что настолько люди... все, вы настолько его обучали детально? Адская пуля, знаешь, молодец в том, что это человек, который, он настолько доскональный, он изучит все числа, цифры, условно, каждое дерево. Это Мы, правда. представляешь, да, сколько месторождений деревьев знаем. Ну, вот, например, есть маленькое густое, маленькое не густое, с одним, например, деревом, которое только с ветками, без листьев. Мы знали каждое дерево, каждое месторождение, сколько имеет добычу, ну, в минуту, понимаешь? А, Такой момент. Пользуясь случаем, что я делаю видео, Давай. ты не хотел бы, может быть, извиниться перед украинцами за какие-то свои слова? Нет, вообще за украинцев. Я очень сомневаюсь, что где-то я мог сказать что-то прям украинцам. Нет, потому что у меня очень много родни с Украины. У меня Мгм. очень много друзей украинцев. Причем кто до сих пор там, кто переехал сюда. Неважно, вообще это никакой роли для меня не играет. Если человек хороший, то он хороший. Вот. Единственное, что могу сказать, если, наверное, где-то, ну, в порыве какой-то там страсти, ярости, там, каких-то руганий, где-то что-то задел кого-то, ну да, 100% мой косяк. Но если такое было, однозначно да. Но опять же, для этого все должны понимать, что это перед хорошими людьми. Перед плохими никогда. Ну, то есть, если никто за собой там ничего не чувствует, и я действительно задел, однозначно извиняюсь. Но если этот человек хотя бы что-то там, как-то в перепалке был или что-то еще, то здесь однозначно нет, это уже наши личные конфликты, и никак они на национальность не распространяются. Смотри, у тебя свой YouTube-канал, ты ведешь стримы. Тебя часто Мгм. очень стрим снайпят и ломают комнаты, когда ты собираешь людей играть, и мешают играть. Что я имею в виду под стрим снайпингом? Не просто, когда кто-то видит, что ты стримишь, и идет с тобой играть, Мгм. а именно если он попался твоим союзником, то он просто стоит на базе. Либо делает тебе еще хуже, либо начинает строить заборы, творить херню. Вот кто это вообще делает, как ты думаешь?
Ну, стрим-снайпить — это полпроблемы. Это даже не проблема, это чисто, знаешь, оправдание для стримеров, что когда ты играешь со стрим-снайпером, это как-то читерно чуть-чуть для них, потому что они знают заранее, да, там, что ты делаешь, какую ты тактику будешь играть. Это, ну, нельзя назвать какой-то проблемой, понял? Там это все стримеры, по сути, в такой же позиции. На то ты и стример, как говорят, да. А с другой стороны, когда начинают ломать комнаты, когда начинают специально подставлять тебя, будучи союзником, да, там застраивают заборчиками, там, или специально там дают возможность, чтобы тебя снесли 2 в 1, да, ну, это уже просто идет подстава, шкодничество, я не знаю, как на русском сказать, диверсия, будем так называть. И сначала это делали чумные, я уверен, они даже не скрывали того, что они это делают. Там даже бот-атаки устраивали на мой телеграм-канал, и я не знаю, как они достали мой номер, но, в принципе, учитывая, что у меня открытые, да, там, соцсети там и так далее, это не такая сложная задача. Но, типа, дальше они не пошли, все-таки они в какой-то момент, как мне кажется, угомонились, ну, им просто перестало быть это интересно. И их, по сути, сменили на своем посту уже наши украинские друзьяшки. Сначала это был Nexus и Мацуне, они на пару работали, хотя Nexus и Мацуне были моими... Ну, Мацуне так точно вроде бы подписчиком был, а Nexus он так чисто заглядывал на какие-то там, знаешь, там, условно на Новый год. Вот у меня был такой ключевой стрим, и он к нам приходил, там играл с нами. То есть никаких конфликтов у нас вообще не было, абсолютно. Особенно с Мацуне, который был вообще моим, по сути, подписчиком. Но как это и бывает, нож в спину никто не отменял, да, типа, и просто в какой-то момент они решили сменить на этом посту чумных. Потом Один несколько раз с ними типа пытался беседовать, вроде бы в какой-то момент остановилось это все, но потом через месяц, может, меньше, да, там опять это все началось. Только тогда уже, по-моему, ну, Вебер точно. И вот с тех пор, там, я уже не знаю, ну, сколько, ну, полгода, год, Вебер так точно в этом всем участвует. А кто с ним, я не знаю. Ну, то есть это может быть и Хаймарс, может быть, ну, кто угодно из них. Понимаешь, они это делают частично организованно. То есть там ПГ. может ну, то есть может делать 2 человека, да, там, но при этом на связи быть, понял, там координаторы и все такое. Ну, то есть это смешно, но на самом деле это факт. Потому что мы уже видели с Николасом какой-то кадр, по-моему, когда они там угорали там над каким-то чуваком, но там они не шкодничали, они просто толпой, короче, там один играл, а толпой они просто с него орали, типа такого. И я уверен, что когда они перешли на следующую стадию, это шкодничать стримерам, да, типа, они точно так же на голос выходят, там, начинают устраивать вот эту всю движуху. То есть это не так, знаешь, что типа, ну, ты ж сам понимаешь, даже чтобы двум вот так зайти и кого-то постримснайпить, они должны быть на связи. Ну, то есть, ну, Конечно, не то, что конечно. постримснайпить, а вот это все организовать. Это как минимум 2. Поэтому, ну, я уверен, что просто такие, как Тарас, там вот Один часто говорил, почему ты Тараса приплетаешь, потому что это все одни и те же люди, потому что именно они и участвовали в вот этих всех организованных мероприятиях, будем так называть. Просто они не такие дураки, как Nexus там, или ему подобные Веберы. Знаешь, вот есть пушечное мясо, типа Weber Nexus, да, а есть типы, которые просто стараются типа не выдавать, что это они, да, там, и при этом, Оставаться в тени, ну, короче всё говоря. равно да, да-да, оставаться в тени. Ну, потому что Тарасу есть что терять. У него есть канал, у него типа есть репутация. Ну,
Потому что Эрик рассказывает о плохих поступках Нексуса. То есть Эрик рассказывает то, что, ну, Нексус преследует его, то, что он переименуется разные там аккаунты и его оскорбляет. А это ж типа нельзя. То есть вот момент был такой, когда я понял, что с Одином уже бесполезно общаться. Это когда я вот Одину скидываю факты, где видно, что Тван, Химерс, Нексус сидит на голосе на ВТЦ прям, транслируют и пишут прям вот всякую грязь мне, там, Эрику, Колбасе. И вот это четкий факт. Я скидываю то, что они пишут, отдельные скрины, короче. И Один такой: а кто тебе это скинул? Я говорю: это зачем тебе? Его надо наказать. Типа, он думает наказать не тех, кто преследует людей, а тех, кто Ах раскрыл ты ж, преследование. Я какой ему пишу: Один, Один, а? ты... Да, ему пишу: Один, ты что, вообще зомбанутый уже? Вот, не зомбанутый, просто у нас нельзя, типа, чтобы выходила информация за ВЦЦ, типа, кто это тебе скинул? Я говорю: так это вообще, типа, Колбаса случайно стримил, случайно заметил, типа, на стриме, что это, короче, ну, то есть это в Колбасы на стриме в открытую есть вот этот момент. А он еще интересовался, кто мне скинул остальные вещи, но остальные вещи мне уже другие игроки скинули. То не, ну, если то на стриме у Колбасы было то, что я сам заметил, я просто показал ему скрин со стрима Колбасы, то было еще то, что мне скидывали другие игроки, как они там, Эрика, меня там всякое там троллят, в себя там всякое обзывают там и так дальше. И Один такой, знаешь, его как переклинило, то есть его вообще не интересовало, что вот у него люди, которые во главе его как бы сообщества, занимаются сталкерством и преследуют людей, за что даже есть там определенные статьи как бы по законодавству, то есть за преследование вот такое, типа. Он, типа, мне надо наказать тех, кто, типа, раскрыл, типа, это, знаешь, все равно, что в стране это, типа, там кто-то украл 10 миллионов с бюджета, а там какой-то журналист это раскрыл, и Один такой: надо наказать этого журналиста. Как он мог раскрыть эту кражу Да, денег? Это ж отличное такой человек мышление. украл деньги, да. Типа, ну, то есть, ты понимаешь, в чем проблема? Твой тип, ну, который у тебя в организации, вот эту всю дикуху делает. Сначала ты вроде бы говоришь: да, 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 я понимаю, да, он даже признался, что это он, типа, то все, я с ним поговорил, уже не должно быть. Потом опять вот эта вся херня, и даже вот тот тип, который это делал, Вебер, да, он не скрывает, что это он делает. Типа, и опять ты обращаешься к Одину, он: да-да-да-да-да, я точно с ним поговорю. И вот так, знаешь, до бесконечности. Типа, да просто выгони типа с организации, казалось бы. И даже если этот чокнутый дальше будет продолжать, это уже не твои проблемы будут, да, типа. Но нет, у них такого нет, понял? Смотри, сейчас это, полиция через 2 минуты подъедет, всех 4 этих школьников малолетних в отдел увезут, и штраф за порчу имущества по 100 тысяч рублей с каждого. 100 тысяч рублей. Все, меня убьют конкретно. Поэтому что хотят, пускай это и делают. Пускай ждут, ожидайте, в общем. Стал плохим мальчиком, стал стрим снайпить и ломать комнаты и Сливкам, и Эрику, и всем подряд. Что ты скажешь в свое оправдание? Я не ломал никому комнаты. Ну, Сливка говорит, что ты бывало не давал им спуститься. Ну, а я говорю то, что он аутист. Кому ты поверишь? Окей. Что касается Эрика. Было ли такое, что ты его стрим снайпил и мешал ему играть? Нет, никогда. Он фантазирует. Мгм. А Вебер? Вайбер? Ты еще спрашиваешь? Ну, интересно узнать твое мнение. Ну, да. Ну, вот хотя бы не соврал, хотя бы не соврал. Лайк за Ну, честность. конечно. Ну, Веберу, блин, ну он тоже странный. Он себе репутацию вот вроде и угробил, но с ним все равно продолжают общаться. Ну, типа, я с ним вообще не хочу больше играть, потому что, ну, он читерит, типа. Он мне вот ситуация с Фенриром, типа, меня еще сильнее, типа, возмутила, потому что, ну, у меня лично вообще нет доверия Веберу, потому что, как оказалось, что он даже и не на хосте может читерить. Даже не на хосте может Поэтому, читерить?
Ну, типа мобхака какого-то, что вот помнишь, с Фенриром было? Мне Пуля сказал, что типа, ну, он сам на голосе говорил то, что вот есть такая фигня. Я не хочу там углубляться, играет он сейчас с этим или нет. Сам факт, что он знает, как это делать, и на любом типа турнире он может эту хуйню подрубить, и ты потом думай, гадай, он с ней был или типа по чесноку играл. Не знаю, но просто это очень некрасиво. Это просто такой mistake in the game. Но если бы это можно было поменять, супер, но не знаю, это девелопер бы поменял, если они могли бы это поменять, да. А Но это просто некрасиво поменяли? так ломать комнаты. Это поменяли, конкретно сделал Коняка. Если ты играл на его моде, обычно Николас, когда стримит, вот он всегда играет на моде Коняки, в том числе потому, что там нельзя сломать комнату. Супер, это супер. Ну да, Да, но это это была хорошо. как бы вынужденная мера, то есть была. Это супер, что такое можно. Вот знаешь, что некрасиво. Ты забираешься с друзьями, не знаю, вы договорились, не знаю, мы все работаем, да, у всех есть своя жизнь, да. Договорились, не знаю, на сколько часов. О, ты приезжаешь домой после работы, после поиграем, заходишь на тебя, кто-то ломает комнату. Ну так зачем? Зачем? Иди своими делами позанимайся, да, иди побегай, иди в джим, не знаю, делай что хочешь, но зачем ты нам ломаешь это комнату? Согласен, я согласен. Я сам не понимаю, зачем они это делают. А, Мне комнаты ломали крайне редко и, скорее всего, даже не на стримах. На стримах только вот когда там у Эрика я был и когда мы хотели с Эриком играть. А так вот, ну, недавно был там нюанс, и довольно давно. Ну, то есть очень редко получается, но в целом ломали. Может быть, Я там редко, еще потому что общался с... ты же в основном на моде запускаешься, может, поэтому? На моде же, насколько мне известно, комнатки-то не ломают, пока что, по крайней мере. То есть это спасает. То есть когда ты запускаешься на твоем моде, ты можешь спокойно играть и не бояться, что те кто-то сломает комнату и всем придется расходиться. Ну да, был такой момент. Я помню, я когда... Ну, я знал, что на пиратке можно так ломать. Хусейнова, там, на других серваках вот этих фановых. И когда-то я попробовал чисто вот эта движуха, работает ли на официальном серваке в казаках. И мне показалось, нет. Я как бы так спокойно выдохнул, слава богу, минус там головная боль. Вот, а потом через год, там уже когда мод у нас появился, вот, я узнаю от одного игрока, что он тоже знает об этой штуке. И у меня сразу в голове клац, надо это как-то пресекать, блин, срочно. Вот. И потом я уже начал там бубнить себе в чат, типа, ну, там у нас есть чатик по моду, с ребятами обсуждать всякие Мгм. штуки. Вот. И там мы узнавали, ну, я говорю, надо научиться банить, надо научиться делать так, чтобы в комнату можно было заходить по двойному клику, надо учиться, чтобы можно было кикать из комнаты, ну, сделать все это. Ну, там Андрюха и Алджеска в основном показали, как все это делается. Хотя там, да, есть всякие нюансы, но как бы да. Мгм. Ну, то есть, по Вот. сути, вы сделали защиту от ломания комнат. Ну да, ну как, да. Я хотел сделать это еще до начала этого всего движа, но потом уже, когда вот Эрику начали жестко прям вот ломать, вот тогда я прям жестко нажал, сказал, все, ребята, делаем срочно. И быстренько вся эта движуха сделалась. Вот, А ты Алжеска там сделал, знаешь, чтобы можно было кикать. ага, да, там Да-да. можно кикать действительно в комнатах. А Ну ты, собственно, да, и вот знаешь это... имена людей, имена, точнее, игроков, кто этим занимается? Кто багает комнаты? Да. Ну, Многие конкретно в говорят, моей личке я ничего не многие, расскажу. Но вот, м, да, говорят, многие что говорят, что Вейбер Вебер делал как-то такие штуки. связан. Ну, в принципе, то есть, вот если прям вот подытоживать все, что происходило, то сходится, да, вот все как бы точки ведут на Вейбера. Но мне кажется, что как бы, ну, типа, может быть, не только он работал в этой связке. Ну, я не могу утверждать ни в коем случае.
Ну, Я не понимаю, знаю, да, кто так. мог еще, Они типа. же не светятся особо, что это мы. Кто первый вообще создал мод? Это были ВЦЦ или ты? Кто за кем повторил? Мне интересно. Касательно WCC, но я думаю, что, понятное дело, мод был у нас первый. Ну, если YouTube не врет, если вся та движня, которую я наблюдал, не врет, то, конечно же, мы были первыми. То есть идея по праву принадлежит тебе, Андрюхи. Андрюхе. Ну, вам, ладно. Ну, Просто типа, да. почему спрашиваю? Несложно заметить, что никто из ВЦЦ не играет у тебя на стримах и на твоем моде. Вот просто интересно, почему. Да, WCC. Я не знаю насчет того, не играют ли они на самом деле. Всякое может быть. Но если брать уже прямо так вот, как некий постфактум, то, наверное, из-за того, что, как мне рассказывают, я общаюсь с разными игроками сомнительной репутации. Ну, Вебер действительно стримснайпом занимается тут, ну, как бы, может быть, знаешь, я вот его давно не видел, там, условно, полгода. Вот за последние полгода, если что-то поменялось, то я могу на человека просто там, ну, оклеветать, а я не хотел бы. Но со мной конкретно, да, были ситуации, когда Вейбер, Колбаса, они тогда еще там дружили очень хорошо, они прям занимались, у них был третий человек еще, мы не знали, кто это, гадали, может быть, адская пуля. Ну, короче, суть в том, что они втроем сидели и прям специально руинили все. Они же перешли на Эрика изначально. Первое время, когда Эрик начал бомбить, это была именно эта шайка тоже. Ну, изначально, тогда это, я так и называю, это была тогда шайка. Когда они разошлись, Мгм. вроде кто-то из них, я не знаю, взялся за голову, не взялся, но действительно так. Да тут, чтоб ты понимал, поверь, стрим-снайперов таких, ну, помимо Вейбера и колбасы, там и их очень много. И действительно, ну, вплоть до того, что мы даже многих можем и не знать. Это могут быть обычные игроки, условно, которых мы в рейтинге видим, но они в целом там комьюнити никакого отношения вообще не имеют, потому что, ну, просто это людям интересно. Тут с этим ничего не поделать. Так, а кто-то из АЗТ занимается подобным на стримах Эрика, Анатолия или Коняки или нет? Давай конкретней вопрос, если поставишь, смотря чем занимается, я тебе конкретно отвечу. Ломание комнат и мешание в казаки. Мешать нормально играть в казаки. Смотри, ломать комнаты нет никто, потому что никто из нас не умеет. Я могу узнать, например, как это делать, но мне даже не интересно. Вот, но суть не в этом. Вот второй вопрос, мешание. Объясню, почему не могу ответить, ну, прям, знаешь, там, да или нет. В целом мы никому мешать не хотим, но мы можем зайти на любой стрим и попробовать поиграть. Но мы хотим... Почему дальше происходит вот эта вот проблема или-или? Мы, например, я попадаюсь с Эриком или наоборот против, или там к Владимиру, неважно какому стримеру, я понимаю свои возможности и понимаю, что я, например, там в случае чего, ну, я хочу создать интересную игру, конкретно для такую, которая на стриме людям понравится, которую интересно будет смотреть, которая будет не все так однозначно. И я могу позволить себе условно там, вижу, что Владимира там пробивают, я не пойду, например, там его спасать, чтобы он ушел ко мне, я пойду его союзника снесу. Или там, ну, что-то мы интересное сделаем. Но зачастую, когда идет стрим, например, я начинаю что-то делать, например, Владимир просто берет и ливает. У Эрика такое же бывает. Ну, то есть, суть в том, что я вроде помешать не хотел, я хотел действительно просто поиграть. Но они, они переживали, например, или за мою базу, условно меня быстро снесли, или за свою базу, и не захотели играть дальше и просто вышли. Такое действительно бывает, но крайне редко. Во всех остальных случаях с нами игры очень интересные. Чтоб ты понимал, насчет клана АТЗ и вообще вот АЗТ, АТЗ, все, что наше, открываем стримы, когда начались всякие погонять осла, соборы, Эрик делал комнаты, у Николаса комнаты. Ну, то есть мы все конкретно вот игры, которые делают стримеры конкретно именно в комнатах, не в быстрой игре.
в 90% случаев кто-то из нас там есть. Ну, понимаешь, да? И мы Мгм. действительно, ну, ты вот видел хоть раз проблему, которую мы создали? Хоть раз покажи, что вот человек создал проблему, здесь вот так-то, так-то, я тебе скажу, это там мы или не мы. Но ни разу такой проблемы нет. Мы все равно играем, просто нам запрещают играть, например, под нашими никами там или что-то еще. Хотя мы и побеждаем очень часто, и проиграть можем, ничего критичного. Про тему стрим-снайпинга, то, что, ну, это не культурно. Запретить людям мы не можем, но это не культурно. То к этой теме надо еще поднять такую тему, о которой мало кто говорит, это подставные игры. Подставные игры. Конкретно называю личностей. Николас, Грант и Сван. Больше как бы стримеров там особо нет. Там кто еще? Эрик есть, но за Эриком конкретно я не заметил ни разу подставной игры. А что Что ты я имеешь в виду подразумеваю под под подставной игрой, я думаю, ты подставными понимаешь. играми? Ну вот смотри, берем первое самое видное. Заходим на стрим Гранду, который он удалил. Он играет в рейтинг. Рейтинг написано топ-100. Ну, попадаю в топ-100. Он поднимается до Мгм. топ-100, все там с пеной у рта. Я захожу, начинаю с ним играть и вижу, что играют в одной комнате. Играю я, Невесточер, Сван и Грант. Только под своим ником играет только Грант. Ну, понимаешь, да? Мгм. То, ну, например, Сван попадается с Грандом, Невесточер берет, специально сливает игру. Как бы ничего, ну, вроде как бы мы ж могли с Невесточером там проиграть? Могли. Проиграли. Я попадаю в следующую игру, Сван попадает напротив Гранда, ник тогда был Ракис у Свана. И он берет ему и открыто сливает, просто сливает игру. Ну, он там идет без атаки, там еще что-нибудь. Ну, короче, прям в топ-100 Грант, когда пытается попасть, ну, на стримах, у него это непокоренная верхушка. Мгм. Что вот я на стриме зашел, но... А у него не получается. Ему помогают. Многие игроки ему помогают из его комьюнити, делают подставные игры в рейтинге. Это раз. Меняют ник, делают вид, что просто проиграли, а Гранта Николаса, у Свана также. У Свана прям вообще, чтоб ты понимал, я видел таких старых игроков, которые не заходили в игру уже 5 лет. А тут ради этого они заходили в игру. Тёмка признал, что они зато играют на стримах у Эрика, у Николаса на постоянке. И как будто им нет смысла и ломать эти комнаты, потому что они сами там играют. Ну, ты же понимаешь, что это ЗТшники, типа, ну, у меня есть инфа, то, что вот они даже сами учили чувачков, как ломать комнаты, типа. Мгм. Так что, ну, я лично даже не сомневаюсь, то, что они целенаправленно собираются там в какой-то подвале, в котором они сидят, и вот специально ломают комнаты. Ну, типа, серьезно. Это ж АЗТшники, они ж не могут без гадостей всяких. Понял. Еще Тёмка сказал, что он прекратил свою стримерскую карьеру, по сути, и из-за тебя, из-за Вебера, потому что вы его постоянно Ой, на стрим снайпили. То есть ой, это ой, какой-то комплимент получается? приятно, Ну, приятно, приятно. приятно. С одной стороны, приятно, а с Да. другой стороны, вот я думаю, вот, может быть, вы переборщили? Ну, то есть, знаешь, вот если бы вы дозированно его бы стрим снайпили, то он бы до сих пор бы это делал, и вы до сих пор бы могли его стрим снайпить. А вот вы, получается, вот этот момент упустили, переборщили, он слишком сильно перегорел, и все, и он уже вот сколько не стримит. Да нет, мне кажется, вот почему Эрик смог затерпеть, а Тёмка нет? Ну, мне кажется, Эрика не так жестко все-таки, как его, Не, Эрика еще жестче, чем Тёмку. Думаешь? Уверен. Я просто... Ну, Не, ну, Вайбер, если честно, он какой-то странный. Там, когда с Тёмкой последние стримы были, он мне, типа, говорил, что это его кент, типа, и давай не будем его стрим снайпить, типа, это мой кентяра, типа, а то он перестанет стримить, кого мне смотреть, типа, Эрика. Я говорю, ты чё, дурак? Он мне говорит, ладно, сорян. И все. это вот лицемерие в ИЦЦ. То есть смотри, Вебер, он тебе, по сути, говорил, что мой Тёмка, мой дружбан, давай его не будем стрип снайпить. Он с тобой в комнате был на сервере Коняки,
с Владимиром на голосе, доказывал ему, что это не он его стрим-снайпер, чтобы втиснуться с ним в дружбу. Он общается с чумными, получается. Он читерил, это 100%. Насчет того, читерит ли он сейчас, неизвестно. И он до сих пор на ВЦЦ. Как такое возможно? Ну, кстати, с ЦПС его вроде бы попёрли как раз-таки из-за вот этой фигни с Тёмкой, то, что он говорил, что это Кент его. Я точно не помню, но вот вроде это было из-за этого. Да уж. Вот так. Ну, блин, я не знаю, типа, вот смотри, Вебер — это такой чувак, которому, ну, типа, пофиг. Он купит себе аккаунт, сделает ник, и ему, типа, будет пофиг, кому комнаты ломать. Единственное, вот у него золотое правило — не трогать Свана Юаф. Почему? Ну, потому что это культ детей, как, знаешь, как Риппи, вот Вебер, там, не знаю, какой-то Анубис. Они ж этому Свану, они поклоняются нахуй, будто бы он Иисус Христос во плоти. Я лично этого не понимаю. Это когда они начали, короче, ломать комнаты Эрику. То есть они вот эту фишку нащупали. И еще тот тоже момент был, короче, когда Вебер не вступил на ВЦЦ, он в основном троллил только Тёмку 3.0. То есть он его там стрим снайпил. Ну, там легкий троллинг был, да. Когда Вебер на ВЦЦ вступил уже, он Тёмку резко перестал троллить вообще. И он резко переключился на Эрика. То есть он начал вместе с Нексусом, там, с Ваном Химмерсом преследовать Эрика. То есть он начал там ему писать про него гадости на дискорд-серверах, что там Эрик там типа такой там плохой, он там псих, еще остальное, короче. Потом он начал там тоже читы использовать против него там в рейтинге. Там начал, короче, и оскорбления всякие писать, и комнату вот это типа морозить, чтобы он не мог играть. То есть Вебера ВЦЦ поменяла конкретно. То есть я с ним общался немножечко до, я общался с ним после, и я замечаю конкретные изменения. То есть если он до, там, ну, как бы, можно сказать, адекватно там троллил Тёмку за то, что он это заслужил за свою поддержку войны, то это было понятно. Но то, что он попал на ВЦЦ, начал жестко преследовать и троллить и издеваться с Эрика, это уже было непонятно, потому что Эрик, у него ни с кем не было конфликта. Только к нему все как бы имеют какие-то претензии, хотя он ни с кем не конфликтовал, по сути. То есть к нему претензии изначально была за крепость, потом просто начали его преследовать, сталкерить, и все. Вот эти люди, которые достают Эрика. Это в основном либо люди, которые живут в маме на шее, то есть у них нет работы, они чисто живут за мамины деньги, и у них есть целые дни свободные. Вторая категория — это люди, которые там за границу уехали, сидят на пособиях, то есть тоже не работают, куча времени свободного. Ну и третья категория, там еще есть вот как Химарс, это типа старый мужик, которому скучно, которая там есть жена, но, возможно, у них там, может не стоит даже. И вот в них выходит, что в жизни нету целей, а в них нету то, в чем они добились успеха, и у них куча свободного времени. И они собрались в толпу. А толпе хочется, знаешь, особенно такой категории людей, с кого-то типа прикалываться, кого-то там издеваться. И вот Эрик для них идеальная цель вышла, потому что Эрик очень эмоциональный, он еще крепость играет, а крепость — это самые жесткие для них триггер. То есть они сразу агрессируют на это. А я был, так как, ну, во-первых, я играю в крепость, а во-вторых, как я мог, типа, раскрыть их махинации, что они, типа, на турнирах своих, типа, продвигали там. И для них это был как месть, типа, в плане меня, типа. И Я они понял. вот это постоянно... Да. Слушай, интересный момент, пока не забыл, скажу. Когда я общался с Тёмкой, ты не поверишь, но он тоже такого же мнения, что на ВЦЦ турниры, которые были жестко подкручены. То есть кто бы мог подумать, что Николас и Тёмка одного мнения насчет турниров ВЦЦ. То есть вы есть на ВЦЦ. Ну, это уже не совсем важно, но мы это знаем, да. Все-таки есть. Слушай, тогда подожди, тогда еще маленький вопросик. А вы в турнирах ВТЦ все же участвуете или какие там проверки, они все-таки Нет, помогают вас? нет, Понял, нет, мы даже всё. не проходим регистрацию, нам не интересно подставные игры играть. Да, и вот как-то так случилось, что
ну, еще 9 лет назад кто-то, неизвестно кто, там сказал, что крепость, типа, это там плохо, что это не работает. И как-то оно так вот, как вирус подхватилось и распространилось, и это говорили про игроки, и все топ-блогеры. И вот в тот момент, типа, даже никто не собирался пробовать, она работает, не работает. Именно это было и про опцию 15 ПТ, и про опцию 20 ПТ. Потому что еще помню, такой был в Антика ролик, что там он 20 ПТ играет против одного человека, и Подожди, он говорит, подожди, ой, даже на 20 ПТ стену не строили? Не, на 20 ПТ стену строили, но на 20 ПТ тоже хейтили игроков, которые играли в стену. То есть в Антика есть такой ролик, где он на 20 ПТ играет 1 на 1. И он идет, короче, нападать, и там стена. А он, о, коробочник, сейчас мы ее там в коробке, там что-то началось, короче, вот это, знаешь, что типа коробочники, они типа нубы, типа и так дальше. Ну, там игрок был слабенький, но Антик тоже не сильный игрок, он там, ну, такой, плюс-минус такой понимающий, но если, конечно, он в турнирах бы участвовал, то понятно, что он там где-то в середине был бы, то есть либо ниже середины. То есть, Слушай, да мне кажется, вот во да, времена Антик-то и не было сильных игроков, они все плюс-минус как Антик играли. Тогда и не, уровень игры смотри, какой-то другой был. уровень игры тогда реально был намного ниже, даже в самых сильных, но тогда уже были игроки типа там Артем Про, там какие-то там Раз Санек, и они как бы могли, ну, выносить, можно сказать, двух антиков. То есть игроки сильные были, но их было мало. И турниры проводила компания, именно сама GSC. Там был призовой фонд, где-то 1000 с чем-то долларов, либо где-то 1000. Там в основном играли одни и те же, не больше 30 игроков. Но Антик я не видел, чтобы он участвовал в этом. Там в основном, ну, вот те, кто сейчас есть, вот Антохи, там Батоны, Артем и Про, там Расанек, еще какие-то игроки, там, может, и Гога, еще какие-то, короче, Апельсин. Вот одни и те же участвовали, и, в принципе, все они были сильнее Антика. То есть, ну, если, конечно, тот уровень взять к сегодняшнему, понятно, что он не намного будет слабже, ну, не прям слабже, а просто уровень тогда был намного слабже, потому что тогда не было прям каких-то супер обучений, тогда не было супер много разных тактик, стратегий, сейчас их очень много. То есть тогда играли почти в одни и те же тактики. То есть там 400 рундов, там 400 конюшен, там пика. Ну, вот основа, короче, все. То есть никаких там супер оборонительных тактик не было, либо каких-то необычных. Вот были такие тактики, что приблизительно каждый знал, что кто будет играть, там могли прослушать. И уровень игры был, ну, не такой, ну, если сейчас, например, взять там тех игроков и вот новых звезд, то тем будет сложнее, если они не будут знать вот этих новых тактик, там, например, то им будет ну, непривычно, потому что, например, когда я начал в крепость играть с самого начала, то многие да. вот топ-игроки, которые со мной встречались, они не знали, что делать, и они из-за этого проигрывали. То есть они, ну, как бы привыкли, что крепость это нубы играют только, да, там, и они не знают, что делать в крепости. Они нападают на крепость, там долбят дырку, а я там забегаю к ним в базу через бок. Они не понимают, потом они заходят в дырку, я их, например, накрываю, да. Вот, если они там не могут в дырку зайти, то я где-то там уже через полкарты там обошел, либо сбежал коньми, то есть постоянные маневры, и они к этому не были готовы. И у меня там есть вот старые ролики там с очень сильными игроками в то время, это и Артвар, и Марио, и Самоса, там и Программист, и Маэстро. Ну, то есть вот там прям все с топ-100, и Чума там, и, ну, короче, Вася Чай, и Фраг, то есть они все там по пару игр, у меня есть в старых роликах, они проигрывают крепости. Понятно, что крепость всегда не побеждала, но она побеждала очень часто. И против игроков серьезного уровня, притом, ну, я как бы пришел в Казаки там в конце 2019 года, я узнал, что есть Казаки 3, я был шокирован, потому что я тогда вообще игры не играл, я сразу скачал пираточку, там против 7 невозможных повыносил, короче, 7 невозможных, и потом сразу купил, короче, лицензионку, начал играть, и сначала даже не знал, что есть рейтинг. То есть я никого не смотрел, то есть я играю, смотрю, что-то у меня рейтинг не растет. Я уже там сделал, короче, 100 игр, из них 90 победил, 10 проиграл. А рейтинг 1000 как было, так и есть. Потом я такой увидел, что есть вот эта кнопка «Быстрая игра», и понял, что там, короче, нужно играть. Короче, я начал там играть, и потом я начал подниматься в рейтинге, и
80% случаев, когда я уже поднялся в рейтинг, мне давали очень слабых игроков, которых сносили, ну, где-то 20-30 секунд. И выходит, что я еще своим бодаюсь напротив, а мне уже в бочину идет тот, который по диагонали. И потом я думаю, Мгм. блин, что можно сделать, чтобы вот избежать вот этого момента? Как можно сделать так, чтобы меня в бочину не заходили, когда я еще дерусь с тем, кто напротив, потому что так выходило, что в них один сильный, один средний, а у меня, я типа, как бы один сильный, и у меня вообще, типа, который вообще ничего не умеет, нуб в команде, и его сносят там за секунды. И я вот начал крепость делать. Ну, понятно, что первый месяц у меня там была сначала задача достроить ее. Потом, когда я уже достроил ее, была задача, как ее оборонять. Тогда я уже и научился ставить многостволки под стены. Ну, этого никто никогда не делал, короче. И разработал экономику, которую нужно. То есть, что я сначала там делаю акцент там на шахты, потому что это чистый ресурс. Потом, когда стена достраивается, у меня сразу прокачивается полностью камень, идет добыча камня. И то есть, как минимум, у меня уже экономика будет впереди, чем противника, потому что каменная экономика самая сильная. И у меня там 100 сечки рейд бежал. То есть я этим рейдом, ну, либо часть экономики уничтожал, либо просто отвлекал его, и он не мог нормально выйти с базы, потому что мои 100 сечки, я их не сливал. То есть если я вижу, что у него там вся база в охране, я просто мог там ему заборчики поломать и бежать обратно. Когда я вижу, он опять выходит, я опять сечку на него запускаю. И вот это важный момент, потому что там тоже вот Гога что-то говорил в своем ролике часовом, где он плакал, как его крепость вынесла. Он говорил, что там нормальный игрок может отбиваться там от стечки. Но ты, когда отбиваешься от стечки, ты сидишь на базе. А это уже плюс для крепости. То есть и в том-то и Мгм. дело, что если я забегаю с тусечкой и вижу там все в армии, я просто этой тусечкой отбегаю обратно, и жду, пока он будет выходить. Она у меня наготове. Если я вижу, что он начнет выходить, я обратно забегу. И у меня уже крепость на каменной экономике. У него еще там прокачки пошли, прокачки стрельбы там, все остальное. То есть он уголь там отдал, например, прокачку стрельбы, либо в подкову, а у меня на камне. То есть я уже быстренько выхожу в век тогда, и там уже как бы у меня и эти РДПОх куча уже начинается, потому что камня много. И все, тогда ему уже сложно, потому что экономика я уже немножко обогнал, и ему уже как бы своей армии, которая у него чуть больше, но у меня уже больше зданий получается военных, и со временем я даже армии перегоняю, экономику перегоняю, и выходит, что таким способом можно было обыграть, типа, игрока, который играет без крепости, который играет в быструю атаку. И вот таких игр тогда получалось очень много в рейтинге, потому что я когда играл, а, люди не знали, что с этим делать, даже любого уровня игроки не знали, что с этим делать, и они очень много ошибок делали против крепости, а тактика крепости нигде не была разобрана, так никто не играл. А, И вот еще что часто было, из-за того, что вот это был хейт крепости, у меня сейчас такая вещь была. Я, например, играю там уже, ну, где-то 10 минут игры, и вот там на 10-й минуте я ставлю стенку. Только я ставлю стенку, мне союзник пишет там нубяра, типа, и выходит с игры, либо там еще какие-то маты пишет. И это все было из-за пропаганды вот массовой, что крепость типа для нубов, что крепость это типа плохо и так дальше. Хотя тогда через крепость не было игроков, которые могли что-то показать. То есть и сильные игроки даже не пробовали строить крепость, потому что они уже им заранее сказали, что это не работающая тактика. И вот все в это поверили, как один. И вот у меня вот прям часто было такое, что фундамент заложил, все, тебя начинает союзник писать всякую гадость, что там, ой, там ты там крепость строишь, ты короче нуб. Иногда он выходит, и у меня так выходило, что он выходит, я играю против двоих, у меня получалось побеждать, но этот союзник мой не узнавал, что я победил. И часто тоже у меня удавалось побеждать, и видно, что игроки настолько психовали, особенно кто был на хосте красный, что они выходили, я даже не мог это сохранить. Но я сохранять игры научился только там уже позже чуть. То есть я сразу в этом не разбирался, я просто играл, короче, ну, как бы ностальгировал за игрой. Я там особо никого на ютубе не смотрел. Ну, позже, там уже через какое-то время, может, я Пантеру начал стримы смотреть. А так я там почти никого не смотрел, так иногда там что-то мог глянуть Мгм. какой-то ролик, а так прям в курсе всего не был этой штуки, да. Мгм. Смотри, а вот, по сути, ты рассказываешь, что
Ты начал играть через крепость, когда тебе давали плохого союзника в рейтинге, чтобы те не заходили в бочину. А какой это вообще год? То есть когда ты начал? Ну, начало 2020 года. Это уже, то есть конец 2019 это я начал казаки играть вообще, купил игру. А начало 2020 года это уже начал, короче, крепость делать. Э, Попытки, короче, первые. Ну, я экспериментировал, но там еще где-то месяц ушел на то, чтобы эту тактику как-то привести, короче, в работающую. То есть сначала я там с таймингами разбирался, как ее типа достроить. Потом я разбирался, как ее оборонять и как мне атаковать через нее, чтобы противник напрягать его постоянно. И потом третий вопрос был экономика. То есть крепость держится на 3 столбах. Это На оборона, 3 китах. экономика и маневры. Ну, типа, да, на 3 китах. И вот тогда, вот в 2020 году, начался жесткий разнос в рейтинге насчет крепости. То есть там мне многие там писали, там, почему ты играешь через крепость, там Чума что-то писал тоже. Но я Чуму тогда особо не знал, то есть я слышал, что есть какой-то Чума. Ты упомянул Ну, стену, много с кем пообщался, и ты считаешься одним из таких основоположников, так называемых антистеночников, кто не любит играть через стену и считает, что стена — это баг. Расскажи про это поподробнее, как ты к этому пришел и почему у тебя такое мнение? Ну, это не совсем так. Ты не совсем правильно интерпретируешь мою мысль. Я не говорю, что стена не работает. Ну, то есть нет такого. Любая тактика, она хороша по-своему, в свое время. И поверь, вот хорошие игроки в рейтинге, они этими ценятся тем, что они побеждают чаще благодаря тому, что они знают, когда что применить. Что касаемо стенки, что я вообще рассказываю про стенку, чтобы было понятно? Я Да, говорю лишь о расскажи. том, что сейчас на опциях рейтинга стенка не работает. Что значит не работает? Чтобы никто не думал, что стенка никогда не побеждает или там еще что-то. Нет, мы берем условно 4 равных игрока. Мы же играем 2 на 2, правильно? Берем 4 равных игрока. И понимаем, что если один кто-то строит стенку, а в другой команде ее никто не строит, 9 из 10 побед будет именно там, где стенки нет. Можем тестить мои слова с кем угодно. Вот берем 4 более-менее, человека, которые понимают, как играть. Всегда будет так. Я говорю, 1 из 10 может быть проканает, если там условно кто-то там что-то не достроит, залетит там 100 сечей, может быть, и то вообще не факт. Вот. Но в каких случаях начинает стенка работать? Почему я говорю, что это все-таки баг, и почему мои слова не совсем правильно воспринимают? Большинство игроков сейчас играют, может быть, что-то по очкам поменялось, но условно, большинство игроков играют на 1100 очков в рейтинге. Ну, понимаешь, да? То есть рейтинг топ-100 там 1300, тут играют 1100, 1050. Чтобы подтверждение моим словам было, заходим к любому стримеру, Гранду, Кэрику, и просим показать очки в данный момент времени. И мы видим, что это количество очков 1100 самое среднее и часто показываемое. Вот. Есть игроки, которые играют выше по очкам. Они могут себе позволить играть в 1300 стабильно, понимаешь? Не так, что один раз залетел и вылетел, а стабильно там играть. И когда человек играет на 1300, там происходит вот тот самый баг в стенке. В чем этот баг? Да в том, что ему достается союзник, у которого там 800 очков, который первый раз зашел в игру, второй раз зашел в игру, который не знает не то, что как забор поставить. У нас союзники бывают, которые, понимаешь, мы там зарождаемся в темноте, и этот союзник начинает воевать со мной, потому что я единственный, кого он видит на миникарте. Он остальное не видит, он там черное все, понимаешь? Он изначально воюет со мной. Вот такие союзники достаются. И что происходит в этот момент? Я играю, условно, один, и так один, все, у меня уже напарника нет. Там играют 2 средних игрока, один из которых строит крепость. И вот тут происходит тот самый момент игры 2 в 1. И не просто там, знаешь, поборолись по очереди, а тут реально вот тот самый баг, который, что такое баг? Это недоработка игры. Недоработка игры в плане очков. Она действительно есть, потому что игрой никто не занимается. И вот и происходит тот самый баг стенки, когда она начинает побеждать, и потом случайно появляются ролики у Николаса, например, такие, как «Стена работает». Посмотри,
например, на того же Эрика. Ну, вспомни, ты ж видел его начало там канала Зарождения. Он изначально говорил, стенка имба, все супер, а потом на каждом стриме он говорил, блин, ну сейчас стенка, наверное, не работает, а потом начал говорить вплоть до того, что он начал на стримах срываться и говорить, блядь, Николас, ну покажи ты мне, пожалуйста, как сейчас стенка реально в рейтинге может тащить, если это невозможно, понимаешь? Ну и тут это как бы уже даже не мои слова, это люди, которые реально играют в стенку. Да, если человек слил себе до 1000 очков, 1100, например, то он реально может там 3 из 10 раз побеждать в крепость, потому что ему будет доставаться противник, с которым играет нуб. Такое возможно. Ну вот. Ну а в остальном в рейтинге конкретно сейчас стенка не играбельна. Опять, сделают, например, 20 минут времени мира в рейтинговой опции. Да все резко поменяется. Я скажу сразу, что, ну, а вот сейчас есть вариант рассмотреть, например, крепость. Действительно, он есть, потому что времени больше. Но не на 15 ПТ и не на 2 на 2. 1 на 1 еще может быть, и то. Это все-таки союзник без крепости должен быть чуть-чуть слабее. А если два равных соперника, вот реально два равных, то в этом случае стенка даже 1 на 1 не победит. Ну, то есть это будет исключение из правил все-таки, а не победа заслуженная. А почему? Ну, то есть, почему они высмеивают просто игру через стену? Это ж просто одна из вариаций тактик, и почему ее так можно не любить? Потому что есть, я думаю, что в психологии их заложено то, что сама суть игры в рейтинг — это игра через атаку. Ну, то есть не существует для них понятия игра через оборону, потому что игра через оборону — это вы уже можете типа там в комнатках у себя поиграть, а рейтинг — это типа быстрая игра, ну, в принципе, как она и называется, быстрая игра, Мгм. что, знаешь, по принципу логики Гоги, что ты набрал армию за 15 минут, да, там построил экономику, и потом уже просто вот так вышел в поле, так сказать, и Да, да, да. гасишься кто кого. То есть все, вот, ну, эта логика, наверное, жила до зарождения самой идеи, что можно играть и от обороны, ну, в плане через крепость. Ну и, следовательно, те, кто играют через крепость, для них они что-то другое, что-то иное, поэтому Да, они да, хотят да. от То есть этого. они консервативные, они не могут принять тот факт. Ну, и нет, это даже не консервативные, это больше для тех, кто не может принять факт существования и других подходов. Поэтому вот они так и реагируют. Потому что консервативные это чуть-чуть не то. В принципе, просто, понимаешь, тактика игры от обороны, она существовала всегда. То есть это не то, что да, там появилось вчера, да, и они не могут этого принять. Нет, это то, что всегда было, просто оно не имело такого, да, там, внимания, а после того, когда уже, ну, да, там создалась какая-то тактика через крепость, вот тогда уже это внимание приобрело, и теперь мы имеем то, что имеем. По сути, Мгм. вот ты сам свидетель того, когда ты играешь в рейтинге, вот если бы ты зашел там 2,5 года назад в рейтинг, ты бы не узнал, да, вот тот рейтинг, который сейчас, потому что по любасу через одну игру кто-то играет в крепость. Такого раньше не было. Это Да, я, да, ну, да. Сейчас все полная изменилось. ответственность говорю, да. А, Почему? Ну, то есть, типа, стена — это ж просто одна из вариаций игры. А почему вот есть некая группа людей, антистеночников, которым так сильно не нравится стена? То есть в чем причина? Ну, основную причину я вижу в том, что вот когда-то они сказали, что это не работает, и никто не стал это пробовать. А потом появляется какой-то там Николас со своим каналом и показывает рабочий билд на 15 ПТ через крепость. Но они же говорили, что это не работает. Они говорили это на протяжении 9 лет. И как же их слова, типа, могут быть, типа, неправдой? И они дальше начали на своем стоять. То есть их эго заиграло в том, что, типа, как же, типа, не могли вот такие супер-пупер игроки ошибаться, что крепость вот может работать. И вот это основная причина, с чего вот их мотивация ненавидеть крепость. Потому что уже вот прошло 3 года, как я веду канал. Например, Фрах, который был лютый отнестеночник, писал мне очень много гадостей в комментариях. Он уже сказал, ну, типа, он написал мне уже в комментариях, что да, я уже понял, что крепость работает.
Типа раньше просто не играли типа от защиты, раньше типа играли все типа в нападение. Все, он уже понял, да. Чума даже Чума наполовину начал уже типа говорить, ну да, типа там можно типа и Светился. так типа сыграть. Да, и вот и Тёмка начал немного в крепость играть тоже. То есть к ним начало доходить. Но вот самые попаянные еще остались вот эти Фулкрумы, Гоги, там докторы Кузьмичи, к ним вообще не доходит. То есть, ну, это уже прям целая отдельная глава, как бы с ними Да, ну, конфликта, потому сейчас что, про них тоже поговорим. да, то есть вот основная причина это эти ребята, которые вот все эти года говорили, что крепость не работает, а тут вдруг кто-то покажет, что она работает, и выходит, что этот кто-то напрямую говорит, что они были неправы, а им неприятно то, что они типа неправы, они хотят все-таки Мгм. доказать, что неправы, они очень упертые, Ну, но то в есть эго, основном эго все задело, вот, да, получается. эго, да, очень сильно задело эго, потому что, например, Чума, он чисто помешан на казаках, то есть он в казаках иногда делал стримы постоянные по 20 часов в день, представляешь, 20 часов стрима, то есть, ну, конечно, YouTube сохраняет максимум 12, и у него там стримы от 10 до 20 часов. И это на протяжении 9 лет. И до этого он еще играл в Казаки 1. То есть он на этой игре очень попаянный, и он типа считает себя там суперэкспертом. У него там половина топ-100 это его аккаунты. Он там разными методами их позагонял. Чума это тот, кто все читы перепробовал, который знает все баги игры. И он очень многие баги которых, в принципе, нельзя говорить, даже используют для загонки аккаунтов. На этом его словили. Ну, там его вроде словил Вебер, еще кто-то, это еще было давно-давно. И тогда Вебер узнал тоже о определенном баге, который есть, которым Чума пользуется. Это двойные прокачки. То есть, Мгм. и вот, ну, ты представляешь, насколько человек отдал времени этой игры, и он считал себя топ-игроком и суперэкспертом, хотя он никогда не участвовал в турнирах. Он всегда не хотел участвовать в турнирах, а, Не хотел проигрывать. хотя да, потому что турниры 1 на 1. Просто знаешь, хорошо, мне нравится, что они придумали что-то новое, да. Bo można сказать, на польских турнирах мы играли раньше, to даже был бан на заборы, что мы играем без заборов, bo tam много людей не хочет играть с заборами, чтобы просто defense, просто тебе надо всегда нападать, да. А тоже иногда я и даже играл на рейтинг. Ты идешь в атаку, а там бум, проходишь через деревянный, с дерева забор, и ты видишь стенку, думаешь, о, надо, не знаю, сейчас пушки строить, гранадеров. Но так мне нравится такое, знаешь, такой challenge, можно сказать, да, Мгм. zdobywać fortecą и нападать. Но первый, так сказать, первый раз, как я играл против этому, это было так тяжело, потому думаешь, а что делать сейчас? Сейчас не зайдешь, да, тебя fast cover или хусары или что есть, но сейчас он будет стоять, ничто не будет делать, да. Но и тебе надо как-то придумать, как-то зайти, и там тоже тяжело нападать, бо построить многостволки, построить мортары, и ты хотишь подходить, и он, буф, тебя все убивает, да. Это тоже так тяжело. Это мне такое нравится, такое, и очень интересно игра есть. Согласен. Ну, то есть ты ничего не имеешь против людей, которые играют через стену, наоборот, для тебя это классно, и сам ты тоже не против сыграть через такую стратегию. Я не умею играть, я бы хотел попробовать. Как я смотрю, как люди играют на стенку, просто я не умею играть. Я бы хотел попробовать тоже. Мне тоже, может быть, какая была бы хорошая тактика. Почему нет? Если бы я выучусь, и кто-то подскажет, как это делать правильно, я бы тоже хотел попробовать, да. Вот такое-то что-то другое. Потому что у него что Владимир, что Чума, что Тёмка, что Сван, и что все остальные эти стеночки, если в них на стриме много проигрышей, они сразу этот стрим удаляют. Если у них проигрыши от крепости, они тем более удаляют этот стрим, потому что такое уже было замечено очень много раз, и это на регулярной основе. То есть они вот вроде с разных лагерей, а вроде бы действуют как одно целое. То есть в них больше общего, чем в остальных всех. То есть в них, вот хотя они говорят там, ой, это типа чумные, там типа они там войну поддерживают, но на самом деле у них общего очень много. И поведение у них одинаковое. Единственная разница, что там чумные поддерживают войну,
эти вроде бы там против войны, хотя вот, например, Нексусу им вообще пофиг на эту ситуацию, там, войну, потому что он там в Швеции живет там на пособии, там Здесь больше идет не ненависть к самой тактике, а просто через эту ненависть к стене, типа, они так высмеивают Николаса. Понял? Все хотят его задеть. Ну да, ну тот же Хаймерс, яркий пример, типа. Потому что многие игроки, которые там сидели у Владимира, они были очень часто замечены, что они там, когда у них союзник, либо противник с крепостью, они часто пишут какие-то оскорбления, там типа, там ты коробочник, там стеночник, там нуб и всякие там еще маты. И это часто замечалось. То есть у тех людей, именно которые посещали стримы Тёмки, Владимира, там, Свана, еще других, то есть они напитывались вот этой ненавистью крепости. И мои подписчики потом мне скидывают скрины, короче. Вот этот мне вот это писал, и я вижу, вот это подписчики Владимира, это подписчики, короче, Свана, там, Доктор, это чумные. Я вижу вот четкую линию, как они попадают как бы на определенный информационный поток, там накачиваются агрессии и крепости, и потом они в этой игре все показывают. И мне очень много игроков, ну, там, больше сотни игроков вот эти скрины скидывали. И неважно, ты побеждаешь, проигрываешь, они все равно пишут тебе какие-то оскорбления, потому что ты играешь в крепость, вот. Ну, То есть вот секта, такая короче. штука. Ну, это да, это реальная секта, то есть люди в секте, они не могут реально соображать действительность, потому что вот, например, ну, есть вот этот Фулкрум, который уже там 9 лет рассказывает, что крепость это 10 поражений из 10. Но Пуля с ним договорился сыграть 1 на 1, 10 игр подряд. И уже Фулкрум проиграл 5-0 крепости. И Фулкрум начинал, блин, тебе повезло, давай, все, давай потом, короче, давай через полгода доиграем. И все, он, короче, начал там что-то ныть, жаловаться и сбежал. И после этого, когда он проиграл, он все равно пишет дальше, что 10 из 10 крепость проигрывает. То есть у него Ну, голова привычка уже не слышать способна. сформировалась, Да, это то есть, нейронная связь. ну, я, да, сравниваю, ну, сект очень много есть, ну, они ничем не отличаются, ну, от зетников, там, от каких-то там и церковных часто сект, от каких-то там, не знаю, сект там, ну, очень много сект есть разных, там, и они везде есть по всему миру. Есть только разница, что есть некоторые секты, которые создались сами, а есть некоторые секты, которые создались искусственно для каких-то целей, как бы, и не подпитываются еще деньгами. А здесь секта создалась сама по себе как-то, и как-то она уже долго существует, но вот уже многие яркие проповедники антистеночества уже покинули нас. Вот Вася Нечаева хватило на полгода комментариев по Ютубу, он исчез, там Фраг там уже не критикует крепость. Ну и там еще большой-большой список, просто уже Манси, Стена Манси, там, короче, ну там очень много игроков, которые хейтили, очень жестко хейтили, там прям маты выписывали. Список полный я покажу, да. Хорошо, давай поговорим тогда про турнир, который организовал Фенрир в свое время. Это, получается, года 2 назад уже было, если не ошибаюсь. Ну, здесь ты меня поправишь, если что. Тебе Один предложил деньги, чтобы ты ливнул с турнира. Расскажи об этом. Ну, это было больше как компенсация за то, что я, типа, ухожу с турнира. Там, получается, ну, мы с ним договорились по цене, чтобы мне, типа, не обидно было, потому что там Рипачок, он бы, считай, на халяву 2 места бы залутал, потому что меня бы прошел. И там еще следующий чел вообще какой-то ни о чёмный был вроде. И, ну, типа, я согласовал, чтобы там плюс-минус, типа, было как за вот эти 2 места, что он на халяву получает. И, ну, типа, мы согласовали, и я ливнул, типа. Ну, я не знаю, это можно расценивать как компенсацию, а можно и считать как подкуп, типа. Ну Потому да. что он там вроде бы полякам говорил, что типа ливайте, потому что там, ну, типа, зайдники, ватники, типа, вы их чё, поддерживаете? Вот они ливнули, а я вот не захотел, он мне, типа, предложил, вот, чтобы мне не обидно, типа, было, вот, заплатить. Так что, ну, я не знаю, это, возможно, больше как компенсация пошла.
Разве там были зетники-ватники? Просто вот я общался с Николасом, и он сказал, что Владимир вроде как писал Тёмке, ну, типа, что ты вроде как можешь участвовать, хотя Владимир говорил Николасу, что Тёмки там точно не будет, Тёмки-чумки. И в итоге Тёмки-чумки не было на турнире. Тогда кто там был зетником-ватником? Ну, смотри, там точно была претензия к Владимиру, это прям основная претензия, к тому, Ну, что то, он что он был. стримил, или что? Или он участвовал? Ну, они считали вроде как то, что он типа, э, ну, понял, типа, там не спонсор, а вот из организации кто-то, понял, типа. Мгм. И вот из-за этого была основная претензия. Я типа Одину прямо сказал, что, ну, типа, я попросил, чтобы он мне не стримил игры, типа, и все, типа, ну, претензий никаких не будет, типа, ну, ты понял, да, претензия к Владимиру, я говорю, типа, ну, окей, давайте он не будет, типа, стримить меня. Мгм. В итоге, ну, насколько я помню, Владимир, он был не организатором, он вроде бы либо сам деньги, типа, как спонсор положил, или это его подписчик через него положил. Вот это я точно не помню, типа. Но я точно помню, что он, типа, имел какое-то отношение к спонсорству. И поэтому, типа, Фенрир не мог его послать, типа, потому что, ну, считай, спонсор турнира просто нахер пошел, посылает, типа. Ну, это будет неприятно, согласись. Согласен, но Владимир же сам не участвовал в турнире. Да, Владимир не участвовал. Ну, Но, то есть типа, прикол был в том, то, что... никто из ватников, А? значит, не участвовал в турнире. То есть вопрос был только в том, что Владимир какие-то игры мог бы стримить. Только в этом получается. Ну, смотри, насколько я помню, Владимир, он позвал, типа, Тёмку, хотя он говорил, что, типа, Тёмки не будет, все окей, пацаны. Да, да, Но да. все равно, типа, его да, но все равно его, типа, позвали. Потом, Бориска вроде бы был. Ну, помнишь Борис Инвы или нет? Нет, такого не знаю. Ну, короче, там тоже чувак странный, он там хотел на дачу с Тёмкой-Чумкой пойти. Э, да, вот так вот. Но у них вроде бы что то не срослось, но они прям кореша жесткие с ними были. Это я прям точно помню. Мгм. Потом, ну, короче, основная претензия потом была именно со стороны Николаса к Владимиру в том, что Владимир позвал Тёмку, хотя всем говорил, что, типа, он его не будет звать. Но я точно не помню. Он, типа, его позвал, потому что уже народ поуходил с, турнира, и чтобы заполнить пробелы. Или он просто как крыса позвал. Вроде бы он просто, типа, его позвал, как, ну, типа, просто, понял, с-под тишка, типа: заходи, тут тебе рады». Ну, если я Мгм. не ошибаюсь, опять же. Потому что Но это в давно итоге было Николас достаточно. сказал, что нет, такого не будет, и в конечном итоге Тёмка не участвовал в турнире же все равно. Вот это я, если честно, уже даже не вспомню. Вроде бы я вот реально, я точно не помню, но если это тот турнир, то Тёмка вроде бы слился, типа говорит, что не хочет играть или что то такое. Но опять же, это было давно, я точно не вспомню, типа. Но вроде бы его Мгм. не было в том турнире, это я точно помню. Он слился, наверное. Понял. Но смотри, если мы смотрим с той точки зрения, что Фенрир тогда был организатором главным, то, что там Владимир и его подписчик был спонсором, это все-таки второстепенный момент. То, что Владимир какие-то игры стримил, это тоже второстепенный момент. Фенрир тогда был на ВЦЦ, и как бы для ВЦЦ он был своим, то есть хорошим русским, получается. И все равно у меня не укладывается в голове, зачем у своего хорошего русского, зачем ему руинить его турнир, купать людей, чтобы они оттуда ливали. Ну, смотри, тут я могу только догадываться, типа, ну, я не знаю, возможно, Один реально, типа, настолько принципиально не хотел, чтобы контент русским устраивали, потому что, ну, это же была основная претензия к Владимиру, то, что он будет стримить, и его будут смотреть там как украинские игроки, типа меня, Рипи, там вроде Вебер еще был, будут делать контент для всяких чувачков, как Чумка, типа. Э, ну, также есть догадка, то, что, типа, возможно, из-за конкуренции, то, что тогда, в принципе, все этот турнир смотрели, а не ВЦЦшный, но, ну, это опять же только догадки, только Одину известно, почему это так было. Вот так вот. Я принес мир, свободу, справедливость и безопасность моей новой империи. Твоей империи? Тогда такой вопрос. Зачем тогда Один написал участникам турнира, и один из них, а именно Колбаса, согласился, чтобы оттуда ливнуть и тем самым нарушить
порушить, попытаться, по крайней мере, этот турнир. Да, там был такой момент, что Владимир на тот момент уже типа считался, типа уже затником считался, ну, ватником точнее, ну, что он там поддерживает эту всю войну, короче. И еще Фенрир тогда уже стал, короче, им неугодный, то есть он тогда уже что-то на ВЦЦ что-то их он не устроил, хотя Фенрир, он был в четкой позиции по этому всему, и он там и в России на митинги ходил и так дальше, короче, ну, против войны. Но он стал, короче, что-то неугодный, короче, и тоже его как-то записали в список неугодных. Не знаю, что там с ним случилось, но как-то его так записали, короче. Но основная причина была, что Владимир, короче. Но Владимир все-таки тогда еще добавил, вот в сервер турнира, который мы создали, он добавил Тёмку 3.0, хотя он там никаким образом не должен был быть. И Тёмка 3.0 там, конечно, начал всякий бред писать. а, И потом еще был такой конфликт, когда я покинул этот турнир, когда мне Ферзь тоже участвовал, это тоже затник жесткий Владимировский, но я за него как бы Владимиру ничего не говорил, потому что я еще тогда не знал, что он жесткий затник. И Ферзь, короче, там, ну, постоянно что там Тёмка писал бред и Ферзь. И потом как-то они там что-то написали, что там, типа, надо вас там ракетами убивать, там что-то такое, короче. Я пишу вот, ну, там основной был Фенрир, там Владимир, организатор, там еще какие-то, что если вы вот этих не удаляете, неадекватов, типа, я ухожу с турнира. И их никто не удалил, там что Фенрир написал, ну, там что-то там такое, вот эти сообщения быстренько почистили там. Я, короче, просто удалился с этого турнира, и Владимир потом еще лгал, типа, ой, ну я не знаю, почему Николас, типа, не захотел участвовать. Хотя там четкая была позиция, вот там вот два неадеквата, которые начали угрожать там украинцам ракетами, что мы там сделаем какие-то ракеты, там всех убьем, там типа, там еще, ну там мне скрины Да еще уж. есть. В принципе, я могу скинуть эти скрины, но там, в принципе, и так все их видели, уже ролик мне там есть какой-то, показывал, короче. И вот это основная причина была, почему я ушел с этого турнира, и почему я с Владимиром тогда вообще перестал практически коммуницировать. И вот такое было, что Владимир, во-первых, не сдержал договор, то есть он предал, можно сказать. И второе, что он еще не захотел там, типа, ну, что он не сдержал еще, что он предлагал им. Потом он еще не захотел удалять вот этих неадекватов, Тёмку Чуму, хотя, точнее, не Чуму, а Тёмку и Ферзя, которые в тот момент написали всякие гадости. Там многие в чате писали, что если вы их не удалите, типа, мы уходим. И тогда, после этого момента, когда их не удалили, многие игроки ушли с турнира. И вышло, что должно было там в основном этапе участвовать там игроков 16, основных уже. И 6 из Мгм. них ушло, короче. Это были и Мгм. поляки, там, и украинцы, и из России вроде бы, не знаю, короче. И вот таким вот образом Владимир, поддерживая вот этих неадекватов, что ему особо невыгодно было, он как бы себе репутацию добил до конца. И Один, в принципе, тогда Колбасе предложил этот момент с то, что он типа заплатит ему там, что сначала 500 гривен, но Колбаса вроде там доторговался чуть ли не до 1000. А колбаса От, наш казак, он будет торговаться до да, последнего. но там еще в Колбасе был такой момент, что там Борис, это был главный спонсор турнира, он там Мгм. что-то основную сумму там $1000 что должен был дать. Он постоянно Колбасу там что-то, короче, подкалывал, там что-то подшучивал. И, в принципе, у Колбасы была мотивация, то есть тоже, ну, как бы ливнуть. Но И вот этим рыбку еще... съесть, и Да, да, и вот у него все совпало. Я ушел, потому что там, ну, я не буду в тех сообществах, где там угрожают убийством и так дальше. То есть я вот по этой причине ливнул. Хотя понял, Владимир понял. постоянно, да. Поэтому вот так вот случилось там. Ну и потом в конце вот турнир этот, что-то там кое-как прошел. И то там еще Борис всю сумму призовых не заплатил Фенриру, короче. И Фенрир, короче, что-то еще своих там отдавал, что-то так. Ну, короче, что-то там, что-то было такое непонятное. Ну, то есть, ты какие-то еще ситуации знаешь, когда вот ВЦЦ или непосредственно Один вмешивались в дела других серверов, либо пытались навязать свою волю каким-то игрокам другим в казаках? Ну, я помню, мы вот турнир КГР хотели сделать, то они там что то пристали, типа, ну, почему я участвую в нём. Ну, не участвую, а в плане турнир же ж КГРный, понял? И я, типа, Да-да. тоже КГРец. И вопрос был в том, типа, буду ли я участвовать. Ну, насколько я понял.
И, ну, там КГРС вроде бы тоже дискуссию какую-то у нас в чате делали, типа, что делать. Но вроде бы в итоге они, типа, пошли навстречу Одину. И, ну, вот так вот получилось. Потом еще турнир вот этого ИЦЛ был, Серго вроде бы. Ну, знаешь, что это за турнир? Да, Серго знаю. То там вроде бы была претензия к тому, типа, почему Лоло Паук вроде бы участвует. То они там договорились, что, типа, чтобы не было проблем, то они, типа, просто сами по своей воле, типа, уйдут с турнира, чтобы не было проблем для серба. Но вообще, типа, из-за того, что там ВЦЦ пришли к этому сергу, у него и была такая мысль, типа, ну, чтоб претензий не было, и там коллаба была с ВЦЦ, понял? Там же ж потом понаходила куча народа с ЦПС клана в этот турнир, там, ну, ты можешь просто сам хоть глянуть, там, список Мгм. участников, там будет видно, что ЦПСников прям куча. Ну, Понял в тебя. Ну, то есть принципе, это все. Один просил, чтобы там некоторые, как вот назвал, Ололо и Паук там не участвовали в турнире. Да. Признаться, мне надоел этот чертов фарс. Вы слышали, да? Это щелчок моего Вальтера. Он нацелен на ваши яйца. Да? Зачем вы наставили Вальтер на мои яйца? Тут же проблема возникает тогда, когда они начинают указывать абсолютно всем. То есть как это Да. произошло с сервером ICL, который создал Серж. Он создал сервер, решил провести турнир, и Один ему сразу написал, что вот есть некие люди, которых мы почему-то сделали чумными абсолютно без доказательств. Это Фенрир, это Паук, это Ололо. И все трое на самом деле очень Мгм. крутые игроки. То есть, если, например, мы с тобой, нам, может быть, не особо-то важно часто участвовать в турнирах, а так как они Мгм. проигроки, им типа это важно и интересно играть с тоже профессионалами, да, кто хорошо играет. И из-за того, что Ну у да. них как бы нет визы, и как бы их сделали чумными, непонятно почему, они даже там не могут принять участие. А если бы Серж сказал, нет, они будут участвовать, то, как написал Один, никто с ВЦЦ не будет участвовать. То есть он просто всем будет написывать, что вот здесь вы не имеете права играть. И как бы это абсолютно во всем. То есть неважно, поляки сделают турнир, кто-то еще сделает турнир. Один будет писать всем и говорить, либо вот вы придерживаетесь наших правил, что только те, у кого есть виза, могут участвовать, либо до свидания, либо Мгм. вы чумные тоже. Знаешь, кстати, эту ситуацию можно оценить по двум вариантам. Ее можно понять, с одной стороны, я скажу почему. Потому что, ну, когда вы идейные, да, было бы нелогично, что ваши, типа, идейные товарищи будут играть, да, там, на других турнирах, там, и с теми типами, которыми вы же считаете, ну, как сказать, э, ну, типа, ниже чести, да, с ними, типа, участвовать. С другой стороны, это по-конченному, потому что, по сути, ты приходишь на чужой огород и начинаешь там, да, там навязывать свои идеи. То есть, окей, создали вы там свой внутренний турнир, да, потому что это тяжело назвать международным, только формально, из-за того, что там Кетвейзель, да, там Асап, Ахмед, и то последнее время я не думаю, что они там сильно участвуют. Ну и поляки, да, там какие-то из некоторых ну, брали участие, или как это, то я скажу, что да, что это уже превратилось в какое-то навязывание своей политики за границами своего владения, так сказать. Ну, то есть, и при том, Ну, то есть что вы же оккупация тут получается. либерали, ну да, то есть вы себя провозгласили сами, что вы есть украинское комьюнити, и при этом вы даже не то, что в украинском комьюнити, да, там навязываете людям. По-моему, Серж, если я не ошибаюсь, он из Армении, правильно? Да, да, да. То есть вы и Армении, и полякам, и кому угодно навязываете, ну, то есть, понимаешь, суть в чем? Суть в том, что если бы я жил в какой-то условно нейтральной стране и знал о конфликте двух других стран, да, я бы с одной стороны, типа,
поддерживал, безусловно, тех, кто стали жертвой этого нападения, да, там, и осуждал агрессоров. Но при этом это не означает, что он воспринимает там того же чуму даже, да, там, так же, как воспринимаем его мы. То есть, поэтому, ну, они по-своему это все видят. Ну, и там же ж не про чуму, правильно, шла речь. Там шла речь вообще, по Да, сути, да, про конечно. Фенрира, Про Фенрира, про Лоло и Фенрира, Паука. Лоло и кого там, Паука, да? Паука, Ну, да, еще. за Паука я не знаю, там он тоже относительно вроде или недавний игрок, или просто долгое время делал паузу. Ну, Ололо и Фенрир, насколько я понимаю, они были уже приближенными к WCC. Ну, как минимум, Фенрир точно там был и Фенрир там участвовал. То находился, есть, да, на WCC вообще. да, 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 это То ж есть не от то, что этого там еще более какой-то. странно. То есть если он находился на WCC, то мы понимаем, что за этим стоит. Ну да, это просто мне интересно, в какой момент типа Фенрир из россиянина, который осуждает, да, там, агрессию и который, типа, прошел все вот эти проверки, в какой момент он стал чумным? Вот мне интересно. Ну, то Ну есть да. это в тот момент, когда у них просто с Одиным личные какие-то начались терки или что? Или, ну, так скажи, если ты Фенрира, да, там у вас какие-то личностные конфликты, так и скажи. Мне интересно, то есть выходит так, ты ссоришься с типом, тип, короче, выгоняет тебя там из этой организации, окей, это еще можно понять. Ну, почему он на тебя клеймо вешает вообще несоотносительно, ну, то есть, если Фенрир чумной или ватник, а как вы тогда его туда вообще принимали? Ну, то есть, человек не может вот так стать ватником, зетником и кто угодно. Да, даже те, кто понимаешь, Ван Лот, даже те, кто разочаровываются в Украине, да, ну, по каким-то причинам, да, ну, вряд ли они могут вот так стать зетниками, ватниками, что правильно бомбите, короче, их. Так именно. Не, Конечно, может, какие-то конечно. конченые только. Поэтому, ну, то есть это означает, что WCC намеренно даже с теми людьми, с которыми они не сжились по каким-то причинам, да, там, не обязательно политическим, они все равно дальше продолжат клеймить, типа, ну, то есть вместо того, чтобы просто, да, там оставить в покое, да, каждый сам себе, они будут дальше все равно вот, если ты не с нами, ты наш враг. То есть у них другого режима нет. Известно, что если у тебя нет так называемой визы на ВЦЦ, то ты не можешь участвовать ни в каких турнирах. По сути, это частая к ним претензия, что одно дело, если бы они создали сервак и делали бы там свои турниры, и делали бы там свои правила, кого хотим допускаем, кого нет, это одно. Но проблема в том, что они пишут на другие серверы и говорят, что либо вы допускаете только тех, у кого есть так называемая виза, либо никто с ВЦЦ не будет играть. Ну типа, да, и на своих же турнирах ты же не поиграешь нормально. Ну да. Ну, блин, это типа зашквар. Ну да, есть такая штука, что как бы, ну, хорошо, закрылись вы там у себя, у себя набрали там свой народ, ну, работаете, играете, а получается так, как будто они хотят вот, ну, прямо всю игру казачки поджать под вот эти стандарты свои и уже выставлять свои правила. А свои правила, это, извините меня, это большая роскошь и большие вот эти соблазны, что можно быть самым узнаваемым, самым лучшим, самым непобедимым, все такое. Потому что особенно, когда свой сервак, творить можно черти шо. На самом деле. Если ты видишь какой турнир, ты бы хотел всех самых лучших игроков, чтобы все играли, да? Это просто это турнир, да? А если он не играешь, потому что про политика все расходит, ну так, ты знаешь, так, думаю, некрасиво есть, но Согласен. Ну, то есть сейчас ни один турнир по казакам, который будет, он не будет, где все будут сильные игроки, просто потому что, ну, это уже невозможно по определению. ну да, ты бы хотел сейчас так,
не знаю, может, почти месяца назад был турнир 7К. Там было 5К0, 1К, без маркета и с маркетом. Но там почти очень много было хороших игроков. Там хорошие были игроки. Но только не было игроков с ВЦЦ. Но бо они как-то просто не хотели играть, бо это люди играть. Но я бы тоже хотел, знаешь, увидеть Свана и там иных игроков, да? Было бы интересно всех увидеть, да? Ты видишь такой, можно сказать, лайнап, так как на футбол думаешь, блядь, все самые лучшие здесь, но ты хочешь всех увидеть, но не получилось и так, можно сказать. Почему они эту политику мешают здесь? Мгм. Почти Ну, так и так эта игра умирает. Там, можно сказать, много игроков не приходит, да? Больше уходить, как приходит. да, это правда. Все равно это маленький комьюнити есть, очень маленький. Ну зачем потерять такую игру, такой комьюнити? Слушай, ладно, Да. давай теперь тогда плавно перейдем от одного турнира к другому, перейдем к турниру ВЦЦ. Я правильно понимаю, что по сути вот с турнира ВЦЦ началось какое-то у тебя не самое лучшее отношение с ними? То есть ты зашел на ВЦЦ, они начали проводить турнир, ты там участвовал, и потом оказалось, что там, мягко говоря, подкручено все. И после этого ты вышел оттуда, и у вас с ними начались какие-то конфликты. Да, вот так ведь было, но сейчас я расскажу по порядочку. То есть мы с Одином прекрасно общались, я его поддерживал, и он создавал этот турнир, и там первый турнир был весна 2023, это был тестовый турнир 1 на 1, 10 минут мира, то есть опция, на которой я, в принципе, никогда не играл, но Один, типа, меня попросил, типа, ты, типа, самый крупный ютубер, типа, поучаствуй в турнире, типа, чтобы, ну, для турниров. Я сказал, хорошо, типа, поучаствую. То есть я всегда шел Одину навстречу, и, ну, и остальным тоже навстречу шел. И я тогда еще написал себе запись вкладки сообщества ютуба, что вот Один, там будет турнир, короче, я его прорекламировал. У него тогда вот за той рекламы за день от меня подписалось больше 120 подписчиков. Это в первый день только. Потом еще подписывалось. Я там сказал, будет битва там с Вареном, голосуйте, типа, кто там победит, короче. Можешь меня А, тоже прорекламировать тогда? Ну вот прорекламируем, да, вот ты выпустишь этот ролик, и я сделаю рекламку. И, может, Ага. еще потом на стриме посмотрю этот ролик, но посмотрим еще. Да, и вот, короче, был вот этот первый турнир, короче, но я к нему не готовился, я говорил Одину, что я участвую просто чтоб для галочки, чтобы, типа, тебе помочь. Ты, типа, попросил, я буду участвовать, потому что у меня тогда уже был вопрос с переездом, и я тогда занимался очень жестко поиском квартиры, как бы, плюс эти бомбежки постоянные, то есть время было в обрез и куча работы. То есть я там выступил, короче, на этом турнире, был самый большой онлайн в Одина, и, ну, как бы я этот ролик снял про этот турнир, как бы, и тоже постоянно пиарил Одина, постоянно пиарил ВЦЦ, то есть я их постоянно защищал. Там в основные критики ВЦЦ это был Владимир, Чума и Тёмка. Они там всякий бред распространяли. Но я ну, там по полной ВЦЦ защищал, по полной их пиарил. То есть я в каждом ролике там делал эту ссылочку на Одина, ссылочку на их сайт. И потом, короче, этот турнир тестовый закончился. И я, короче, смотрю на результаты, короче, там игроки, которые вообще ничего не показали, но они друзья Свана и доктора Кузьмича, они почему-то выше других намного. То есть такой игрок, например, как Химарс. То есть он вообще как нуб слился на этом турнире, но он был и выше меня, и выше там других игроков. Я думаю, блин, как это так случилось? Думаю. Но я думаю, ну это тестовый турнир, короче, мне, короче, пофиг. Но мне тоже люди написали, а что с результатами? Я говорю, ребят, ну это тестовый турнир, типа, короче, забейте, типа, может, ошибки сделали. И вот там еще был скандал на первом турнире. Поляк тоже написал, что результаты это полная дрянь, типа, я тех победил, они выше меня. Короче, скандал был там жесткий с поляками, ну, с одним поляком, О, короче. как. Да, но этот тестовый турнир, он уже входил в общий рейтинг ВЗЦ. То есть уже внесли всех игроков в общий рейтинг, и многим игрокам, которые выступили как нубы, их поставили очень высоко. И отслеживалось четко, что эти игроки играли на стримах у Свана и Доктора. Ну, я, короче, на это внимание не обращал, в это не вникал, потому что я был очень занят переездом,
и куча работы, и еще контент снимать, короче. Но у меня как бы всегда по жизни очень много загруженное дело, и время бывает вообще не хватает ни на что. И потом вот летом Один собирается новый турнир делать, он говорит, типа, давай ты, типа, поучаствуешь, ты, типа, самый крупный блогер, типа, чтоб, ну, для престижа турнира, типа. Я говорю, типа, Один, сейчас времени вообще, типа, нет, типа, я подумаю, потому что сейчас такой загруз, типа, у меня поиск квартиры, типа, переезд будет, и плюс у меня летом куча работы там по всяким корпоративам. Ну, потом все-таки мы договорились, что, типа, поучаствую. Я вот участвовал в этом турнире для галочки, то есть я вообще не тренировался, под него я вот что делал, я, например, там в уме придумал какую-то бешеную тактику, например, я никогда не играл 0 ПТ, но я придумал там тактику через 100 сечки со старта. И я это делал, это смотрели люди, это, ну, всем было интересно, это были самые большие просмотры. И у меня удалось победить, ну, 16 возможных побед, я взял 10, короче. И этот турнир, короче, шел, все было хорошо. Там первый этап, это было 8 игр, то есть отыграть должны были. И первые 7 участников, все было хорошо, все приходили ровно минута, как мы договаривались. То есть я там и с англичанами играл, и с поляками, короче, и с американцами. И все приходили четко. Я даже помню, как-то у меня был такой загруз дел. Я договорился на время. Я в такси взял 2 стороны, чтобы четко во время приехать на турнир и, ну, не подставить человека, который моего противника, а сыграть с ним четко во время, типа. То есть потратился даже на это. И потом у меня приходит очередь драться с Невесточером. Невесточер — это дружбан Свана и там, короче, доктора Кузьмича. И что-то мы никак не можем договориться о турнире, он постоянно переносит. То есть он говорит, о, нет, давай там типа через пару дней. А сам он на ВЦЦ сидел на голосе по 8 часов, играл в казаки, то есть там с Артемом Про. Но он типа тренировался, и он постоянно переносил. То есть там что почти 2 недели он переносил этот турнир, ну, с нами битву, короче. И он, короче, выбрал день, там суббота, 22:00, все, типа забились. Но я вижу, что когда он переносит, он каждый день, там, с вечера до 4 утра, он сидит и играет в казаки. То есть мы могли играть, но он почему-то переносит. Но это потом объяснили, что, типа, его там Артем Про натаскивал, там, все остальное, что он, типа, боялся, типа, хотел сыграть, типа, лучше. И приходит время нашего боя. То есть у меня время ограничено, потому что у меня там и переезд, и работа, и я выделил на игру, то есть нам на 3 игры было бы достаточно запасом там часа, но обычно в среднем игры занимали, ну, минут 30. Вот если 3 игры было, ну, 2 игры, это минут там до 30. Если там уже 3 игры было, то 45 минут. И в итоге мы должны были вот сражаться, и на Восточере я вижу, он играет в казаки, ну, я там вижу, короче, в ВЦЦ, они сидят в чате одном, Чигирине, и там видно, они транслируют что. И там с Невесточером сидит доктор Кузьмич, Nexus, Артем Про, Сван, и приходит время 22:00, я их, короче, жду, и мне Невесточер пишет, я, короче, на 10 минут, типа, задержусь, типа, нормально, ну, думаю, ну, 10 минут, ничего страшного, типа. И тут я смотрю, он начинает новую игру с Артемом Про, типа, тренируется дальше, короче, и проходит 40 минут. Ну, так как это уже был последний дедлайн, я решил уже доиграть и забить на это. Но тогда у нас еще были со всеми хорошие отношения, несмотря на то, что я знал, что доктор Кузьмич — это типа отбитый антистеночник, но я про него никогда ничего плохого не говорил, не снимал в ролике ничего. То есть я знал, что там, ну, куча антистеночников есть, но я лояльно с ними общался. И выходит, что Невсточер на 40 минут опоздал. То есть я первую игру отыграл, у меня еще время было, то есть я победил, короче, хотя там комментирование было Свана и доктора, это было Свана на стриме, и доктор был дополнительным комментатором. А я там весь стрим говорю, ну все, там Невосточер красавчик, Николас вообще там типа никакой, все, он сейчас победит, а потом Невосточер проигрывает, при том, что позорно проигрывает, у меня там почти вся армия осталась. Я говорю, ну, Невосточер просто не хотел затягивать игру, типа, а потом у меня уже, короче, начались рабочие вопросы, то есть я параллельно там еще, у меня там по съемкам нужно было созвониться, там на утро договориться, что куда там взять, короче, я параллельно общаюсь по телефону, там что-то играю, еще 2 игры я уже отыграл, типа, параллельно решать дела, там, ну, я отыграл как-нибудь, чтобы быстрее закончить, типа, ну, там 0 ПТ, там что-то он, типа, победил, ну, там тоже не так легко ему было побежать, а 3-я игра, то я там уже конкретно ушел в дела, короче, там 15-шка была, я уже особо там за игрой не следил, короче, я быстренько слил ее и все, ушел, короче, дела делать. И потом где-то на следующий день мне пишут, короче, подписчики,
Говорят, а что это за бред, типа, на стриме с Ванной и Доктор, они там всякий бред несли, короче, предвзятые отношения. Там, например, Доктор говорил, ну, это уже 8-й тур турнира, то есть это уже турнир шел 2 месяца. Доктор говорит там на турнире, а кто такой Николас? То есть как будто он жюри турнира и не знает, кто такой Николас. При том, что он, когда я канал начинал, он был на меня подписан, я это видел в подписках, но потом он, видно, понял, тут про крепость, тут про то, что крепость работает, нет, пишусь, короче. И они максимально там всякими фразами пытались там как-то, знаешь, мою значимость занизить, что Николас это, какой-то там блогер, типа, хайповый, который там какой-то бред про крепость несет, что она, типа, работает. И вот так вот весь этот прошел, короче. Ну, И вообще мне очень много... похоже на то, Да. что ты изначально для них был каким-то не таким украинцем. Или игроком, или как это назвать Ну правильно. да, и значит, у них постоянно была какая-то, знаешь, там легкая там травля в сторону, типа, тех, кто играет через крепость, особенно, ну, мой канал, он же как бы и началась, крепость в рейтинге, игроки начали играть с моего канала, и у них постоянно там, знаешь, какие-то были подшучивания, там, ой, там он что-то не такое, плюс еще у них была зависть, потому что Доктор, он канал свой вел, у него ничего не получилось, Сван, там у него тоже там ничего не получалось, у них еще на фоне этого зависть была, плюс у них вот собралось всех, кто против крепости, и я показывал игры, как я побеждаю через крепость 1 против 2, против одного сильного и одного там слабого либо среднего. У них таких игр даже близко не могло быть, и они никогда такого не показывали. Типа, и это тоже вызывало в них типа зависть, и они всегда пытались, они там на голосе сидели по 8 часов каждый день, они пытались там какие-то подшучивать насчет, ой, это там Николаса, с этой там крепость, ну это такое, типа, ну это типа, ну, короче, вот эти нарративы антистеночников, они там проговаривали. Но я думал, что может там Сван, типа, ему крепость не нравится, но может он там будет адекватно себя вести, короче. Я, в принципе, ему лайки там ставил на канале, типа, отношения у нас были хорошие. Но потом, после этого случая, когда, вот смотри, все рейтинговый комитет сидит, типа, у нас должен быть бой, они знают, что на 22:00, они должны были ему сказать, Невсточер, все, у тебя тут бой, иди играй. Не, они все, короче, сидят на голосе вместе, и 40 минут еще там что-то его дрессируют, короче, чтобы он там... То есть они специально на 40 минут, это специально, то есть специально 40 минут опоздали, это был, типа, как будто показательно так, типа, ты через крепость играешь, ну все, типа, жди, короче. При том, что переносили сначала игру кучу раз, и потом, короче, Невсточер еще, после того, как эта игра закончилась, сначала какие-то там на каналов, Discord-канал Виона пошел, сиди Вион, начал какие-то там писать гадости, что там всем в рот дал, короче, там всякое, и его не банили за это. И потом, короче, мне на следующий день после этого боя написала куча подписчиков, ну, я, короче, им написал, что я потом, короче, разберусь, сейчас я, типа, занят переездом, потом, короче, решим. И где-то через неделю мне там пишет Один, там, как ты там переехал, там, типа, все нормально. Я, короче, ему пишу, вот, что мне подписчики массово пишут, что там на комментировании Свана и доктора Кузьмича там было предвзятое отношение и всякое такое, типа, ну, пока я только насчет этого предвзятого отношения писал. Не, я тогда еще написал насчет Доктора, насчет его места, типа, в рейтинге. А он что-то мне там... Ну, я потом тебе эту кусочки переписки скинул. Он потом, короче, мне Давай. написал, типа, что там какая-то вообще там не люди оценивают, там какая-то швейцарская система, там что-то НЛО какое-то. И, короче, ну, я ему пишу, О, типа, Господи. ну, Доктор проиграл все игры. Ну, он, короче, морозился от всех игр. Он, типа, говорит, ну, давай, типа, где-то там вечером сыграем, а человек пишет, давай на такое время. Он не отвечает. Потом вечер приходит, доктор что-то написал, ты тут, и все, он пропал, человек ему пишет, да, я тут. Доктор уже не отвечает. То есть он отморозился от всех игр, но ему засчитали 6 технических побед. Типа, люди просто, ну, кто-то там сказал, ну, запишите победу доктору, типа, а кто-то там, типа, доктор так целых 2 недели искусственно морозился, что иногда ему выходило подловить человека, когда у него не получалось, и доктору записывали техническую победу. И выходит, что доктор на 22-м месте в рейтинге. Люди, которых, ну, у него 6 побед технических, реальных 0 побед. Люди, в которых 11 побед, они за ним. То есть люди с 11 победами за доктором, которого 0 побед. Я пишу это Одину. Он пишет, что там, типа, ну, сначала он сказал, что это, короче,
какая-то там система у них, там какая-то ошибка, сейчас он все поправит. Потом он ничего не поправил. Я опять ему пишу, говорю, так это типа какие-то жюри, может, голосовали? Ну да, там типа Сван, там, говорит, ну Сван это в основном типа ему самую большую оценку и поставил, что он типа на 22 месте. Я говорю, так, ну типа, я ему еще там кучу игроков других принес, там я ему Ян Бана принес в приклад, это польский очень сильный игрок старый. Я говорю, почему он там на 40 месте, он типа играет мощно, типа, почему там Сэр на 40 месте, который тоже очень сильно играл. Ну, то есть я ему там колбасу привел, там, других, говорю, эти игроки очень сильные, почему они так низко, типа, он что-то мой, там, типа, что недооценили чуть-чуть, переоценили, там, что-то, короче, ну, какой-то бред начал нести. Слушай, ну это у доктора был план, и он его придерживался, и все нормально. Ну вот, да. То есть у него был план, типа, морозиться, и при том, что у него куча свободного времени, то есть он там рассказывал, он постоянно был на стримах, комментировал игры вот эти, при том, что когда он комментировал, он постоянно там про стенку какие-то гадости говорил, что ой, так играть не можно, там еще что-то, короче, такое. Потом он говорил, как он там бухать на пикник идет. Короче, ну, он живет с мамой, у него времени полно, короче. Но он любит бухнуть, короче. И вот так он постоянно морозился. И потом я с Одином дальше общаюсь, типа, говорю, ну, типа, мне подписчики попросили снять насчет этой ситуации, типа, обзор. Один говорит, типа, снимай, типа, ты независимый, там, типа, ютубер ВЦЦ, типа, я буду нейтральный, типа, все остальное, типа, ну, типа, вместо того, чтобы просто поправить эту ситуацию, он говорит, типа, снимай обзор, то есть он не хочет никак исправлять то, что они, ну, типа, обгадились, то есть я вот говорю, типа, ребят, вы чуть-чуть в говнеце, типа, вот, возьмите салфетки, оботритесь. Они, не, типа, ты снимай обзор Не-не, это о том, как мы нутелла. в говнецо. Ну да, нутелла, дубайский шоколад, короче. Да, и Да-да-да. там еще была ситуация, короче, с Батоном. Батон, он, типа, зарегистрировался на турнир, он там что-то первую игру, там, не помню, отыграл, не отыграл, короче. Ну, короче, после первой игры он понял, что он, типа, наверное, не потянет. Он написал, короче, у меня нету времени участвовать, типа, я занят работой. И он в начале турнира, короче, списался с турнира. То есть, и выходит, что 8 матчей он не отыграл. Но его каким-то образом не участвовал ни в одном турнире. То есть в первом турнире теста он не участвовал. В этом турнире он не участвовал, и он занимает топ-3. То есть без участия в турнире. Охренеть. То есть вот просто из-за того, что он кент Свана, он кент Кузьмича, и он когда-то там 4 года назад там призовые места занимал. Все, без участия в турнире, 3 место, все, дали ему и все. Я, ну, мои подписчики, мне очень много вопросов задавали, говорят, почему вот такой рейтинг, почему они такую дичь сделали, почему такое комментирование. Подписчики же их, не знаю, задавали им вопрос или нет, такое чувство, если они задавали вопрос, то это просто какая-то очень аудитория с очень низким интеллектом, потому что, ну, Батон — это яркий игрок, но он не участвовал в турнире, это же можно было заметить, что нет стримов с играми Батона, нет его игр, то есть он полностью, ну, он в общем чате написал, что, типа, я, типа, снимаюсь, потому что занят работой. И все, он, типа, топ-3, короче, в рейтинге. И потом я, ну, был очень занят работой, это был август месяц, я тогда работал где-то 25 дней подряд, я вообще ничего не снимал, и у них было время очень много поправить это все, то есть у них было 2 месяца до того, как я выпустил ролик. То есть за 2 месяца они могли и поправить этот рейтинг, короче, там доктора там ниже перенести, короче, Батона перенести. Но они абсолютно ничего не сделали. И я выпускаю этот ролик, Ага, а, ага. и все, короче, в них начинает бомбить, там все, Сван, там все, так все, от ников отписываемся массово. Ну, я увидел, там 15 человек отписалось, ну, 100 человек подписалось, мне там пофиг, короче. И все, начинается там вот эти все битховены, там тоже антистеночники, там всякие, мне там в комментариях начинают всякую грязь писать. Начинается, короче, жесткая там пропаганда против меня. Ну, она как бы и была, просто она была легкая пропаганда, что это какой-то там крепость, это какие-то там дурости, какие-то что-то такое. Начинается жесткая пропаганда, короче, там в чате. И тогда, в тот момент, я тогда же еще вызвал, короче, Свана на бой в этом ролике сыграть. Ну, Сван на стриме, когда он комментировал, короче, игры мои с Невесточером, где Невесточер первую игру позорно проиграл, он там сказал, что мы играем, типа, на 2 головы выше, чем Николас, крепость — это все херня, типа, а еще на предыдущем стриме Одина он сказал,
Типа там Один говорил о той игре, где я вынес на море про игрока Алекса, КГР Алекса с США, который играет на уровне Артем Про. И там Сван сказал, ну я типа знаю, как Николаса на море вынести, типа там как его крепость типа там разбомбить. Ну, и я вызываю их, короче, в этом ролике на бой. То есть доктора я вызываю просто на 15 минут мира. Я играю в крепость, он играет что хочет. Играем, короче. А потом Свана, так как он убедительно говорил, что он на 2 головы выше, то он знает, как мою крепость разбомбить, морскую притом. Я говорю, давай на 5000 гривен, на море, 20 минут ПТ, турнирная опция, 1 на 1, короче, сыграем. И все, они, короче, жестко идут в мороз, хотя Один, я Одину написал, он был не против этих битв, он сказал, да, давайте его проведем. Типа, ну, Один, типа, еще оставался как будто нейтральный, но потом они, типа, делали, вот я тебе скидывал стрим, где они, типа, объясняли, почему Доктор 22 место, и самое интересное, они меня не пригласили на этот стрим. То есть они собрались там, Доктор, Сван, Один, еще кто там, и сами что-то там оправдывались. Но они даже Ну, нормально не все, подготовились. кто Да. надо, были там, получается. Ну, все, кто должен был оправдаться, Мгм. почему вот доктор там на 22-м, я тебе этот стрим скидывал, и они даже не подготовились, чтобы нормальную легенду придумать. То есть Один сначала одно говорил, что там какие-то баллы, да. Потом сказал, что там жюри, короче, проголосовало. Потом, короче, оказалось, что Сван на этом стриме сказал, ну да, мы типа своих продвигали, поляки типа продвигали своих. Ну а своих это кого? Типа с кем они играли на стримах. И выходит, что там буквально там каких-то 10 человек, которых они своих друзей продвигали, независимо от игры. И доктор сказал еще такую вещь, я очень запомнил. Типа, вот этот игрок типа с нами на стримах не играл, мы не знаем, как он играет. То есть, а для чего был тогда турнир? Ну Выходит, да. что они игры вообще не смотрели, то есть они оценивали потом, как с ним кто играл на стримах. Хотя там многие игроки, которые даже в них на стримах играли, они были, ну, такого уровня низкого, короче. И вот такие оправдания у них было, что типа, что поляки просто своих оценивали выше, мы типа своих, но своих это не украинцев, это просто своих друзей. Типа, и доктор вот сказал вот эту еще штуку, и типа выходит, что после этого стрима, вот под этим стримом ты можешь увидеть очень много негативных комментариев в их сторону. Там люди писали, ну что это такой, типа, зал славы какой-то, вы типа оцениваете людей там, потому что они там играли, ну, там сказали такую вещь, что Сван сказал, типа, почему, типа, он доктору поставил максимальную оценку при 0 побед? Потому что доктор 4 года назад участвовал в турнирах, и его запомнили как хорошего игрока. То есть не то, что он там был каким-то топ-игроком, либо призовые места, просто его 4 года назад запомнили как хорошего игрока, поэтому я поставил ему сейчас максимальную оценку. То есть этот турнир выходит, что он вообще не имеет смысла с оценками, которые есть в рейтинге это. То есть Батон получает 3 место без участия в турнире. Конечно. Доктор все игры проиграл, получает там Ну, это просто 22 мем. место. И Ну, это мем да, и просто, там я еще не куча знаю. таких мест. Я Одину это все расписывал. То есть я писал там насчет многих игроков. А они это все показали как? Они сказали, Никлас там обиделся, что типа его там ниже поставили, он там начал что-то скандалить. Но причем тут вообще я был, потому что я вообще себя не приводил в пример. Я приводил в пример вообще других игроков, которых поставили некоторых незаслуженно куда-то высоко, а других очень сильных игроков поставили незаслуженно низко. Например, там был бой Сэр и Доктор. Это первый бой был, на который Доктор все-таки явился. И Сэр был, короче, на 40-м месте, а Доктор на 22-м. И выходит, что Сэр вынес Доктора вообще без шансов для него. То есть в Доктора вообще не было никаких шансов. То есть он даже не создал конкуренцию. Это были игры, 2 игры было на минут, короче, 15. Потому что там выносили его просто беспощадно, короче. Уже у нас есть признание Свана, что они своих продвигали, что там, типа, многих, типа, неправильно на места поставили, то он на интервью недавнем в Эрика, это было полгода назад, да, он сказал, что там, это там что-то вы не так все поняли, там своя система, то есть он опять начал лгать, что там какая-то система была, что там как-то, но детально он за 2 года так и не смог объяснить, что за система. То есть он сначала сказал, что там система, потом что там жюри, потом Сван сказал, что они своих продвигали, там типа доктор сказал, что они типа оценивали по тому, как они на стримах играют у них, а не на турнире. То есть они залгались конкретно. Мгм. Слушай, Я ну, вот эти игры, да. то, что ты говоришь,
У меня складывается впечатление, что ВЦЦ создали какое-то подобие совка у себя, где люди, приближенные к партии, получают все привилегии, а остальные нет. Вот, это на самом деле есть, но это еще раскроется больше в дальнейшем моем рассказе про них. То есть у них, да, есть вот Один, он как Сталин, типа, у них, да, типа. Есть там, например, там Сван, доктор, там всякие Берии, еще какие-то там, знаешь, да. И Мгм. всех, кто им не угоден, либо всякого там надо затроллить, они там насылают на них людей. Но это еще вот прям жесткий хейт, прям преследование началось уже чуть позже, короче. И Мгм. да, они вот своих уже 2 турнира подряд продвигают. Но так как случился такой казус, что во втором турнире они очень жестко уже обосрались и их раскрыли, они попытались уже следующие турниры типа делать как-то более лояльно, но все равно не вышло. То есть все равно люди замечали, короче, махинации, и тогда и Трактор, помню, ушел. Это очень сильный игрок с Англии. А, И он тоже заметил, что там нечестно, короче, что начисляют. И он сказал, вот тут скрины оставил. Типа, не, говорит, я не буду участвовать, вы нечестно. И потом, когда Трактор ушел, то есть до ухода Трактора, я с Одином общался, он мне говорит, да, Трактор, типа, классный парень, он там поддерживает, типа, Украину, там все хорошо. Когда Трактор ушел, он, да ты знаешь, какой он, типа, херовый, ты знаешь, там, типа, это у меня где-то в переписке было, но это уже было в Телеграме, а Один нашу переписку всю удалил, короче, у нас только осталась переписка в Дискорде. Дальше начался очень интересный момент после этого турнира. То есть там уже вот эта коалиция, там, Сван, Доктор, они очень агрессивно там, типа, начали типа настраивать всех типа против меня там, короче, начались какие-то выпадки в чате общем, вот ЦЭшном, там, доктор там на эмоциях вообще что-то написал, типа там, что-то там, слышь, ты там русская свинья, короче, давай, типа, что-то там, типа, побазарим, но они еще не знали, как я выгляжу, не знали, что это, типа, спортсмен с большими банками, то есть они тогда еще угрожали, короче, типа, ну, я не отвечал, я просто с этого, ну, мне на такое отвечать даже неинтересно. И потом был момент, я, ну, типа дальше оставался на этом ВЦЦ еще, а, но потом случился конфликт определенный, то есть ничего не было, там они в чате иногда писали какую-то херню, я там вообще в ВЦЦ ничего не писал, то есть у меня на это времени не было, и как-то мне там что-то пишут, давай, типа, поучаствуешь там на турнире, там еще одном, ну, там Володимир писал, Володимир Козаки-3 канал, и я, типа, пишу, времени, типа, нет, давай с Эриком, типа, и потом начинается провокация от Свана, короче, там, типа, только, типа, там, смотрите, чтобы не опоздали там на 15 минут, типа, или что такое, ну, типа, он начал провокацию по поводу того, что, типа, Невосточер опоздал, типа, что это, типа, нормально, и он что-то начал, типа, расписывать, и тогда в чате начался жесткий конфликт, короче, там перепалка такая, типа, ну, с Сваном я ему тогда вот написал, что, типа, что ты побоялся, типа, отыграть, типа, 1 на 1 на 5000, там, он какой-то бред написал, типа, и тогда и Невесточер подключился, Гога Фулкром, и тогда как раз в тот день где-то зашел, короче, Эрик на ВЦЦ. То есть Эрик зашел уже после турнира на ВЦЦ. То есть Зашел не в турнир ту уже... дверь. Да, то есть Эрик ушел не в ту дверь, и Эрика замечает Невесточер. И Эрик не знает, кто такой Невесточер, они не пересекались, но Невесточер знает, что Эрик играет в крепость. И Невесточер пишет Эрику личное сообщение в общий чат, то есть он адресует Эрику, пишет, а ты педофил, что тут забыл, типа. Ну, то есть он сходу называет Эрика педофилом за то, что он играет в крепость, и там начинается какая-то перепалка, то есть Невесточер там пишет всякую грязь мне, там, что там твою маму, твою там это, сестру, там, типа девушку, там, какие-то там гейские наезды, что он там, типа, что там какие-то слюни, про члены, что такое, че. Ну, у них любимая гейская тематика, то есть вот у них все там оскорбления, это с гейской тематики, вот такие. И они что там пишут, короче, но мы там прикольно осаждали этого Невосточера, там, ну, ответочки им прикольно, хотя мы давали ответочки осаждающие, но без оскорблений. Он постоянно с оскорблениями, потом я писал, все, типа, с тобой нет смысла общаться, ты, типа, конченый, типа, ну, не конченый писал, просто, ну, там есть эти скрины где-то. И, короче, потом мы еще не вышли прям после этого, потом, короче, еще была одна провокация,
То есть там тоже вижу на голосе со Сваном сидят какие-то люди, и они начинают писать провокации какие-то, короче. Именно тех, кто со Сваном сидит. То есть Сван всегда любит за себя подставлять других людей. То есть он любит, чтобы другие Подожди, люди подожди, писали то, что он хочет. секундочку. К Невесточеру возвращаясь. Но Невесточера же кикнули с ВЦЦ за такое. Нет, его даже, смотри, на ВЦЦ есть 5 модераторов. Там Мацуна, там еще какие-то, Укрфутбол. И модераторы все с этого ржали, поддерживали. То есть Невесточер вообще не понес никакого наказания. То есть его не кикнули, его не замутили. То есть вот эту всю движуху вся верхушка ВЦЦ поддерживала. То есть они поддерживали то, что Невесточер писал всякие оскорбления, они там ставили реакции на эти оскорбления, типа поддержку, там, да, типа. То есть я Одину про это писал, а Один мне ответил, ну, Невесточер горячий парень. То есть какой горячий? То есть он человека обвинил, что он типа педофил напрямую на весь чат. Там в чате было человек 800, это общий тогда чат был. И его даже не замутили, не кикнули, ничего. То есть он просто обвинил в таком, ну, как бы преступлении человека, и ничего ему. И плюс он там еще писал где-то сообщений 100, всякие гадости про, что я твою там маму трахал, там еще, ну, всякие жесткие оскорбления. Ему не дали ни мут, ни бан, ничего. Его даже только поддерживали, его какие-то там друзья, может, конечно, адекватные люди в тот момент поняли, кто такие ВЦЦ, поэтому потом и был создан отдельный чат для особо одаренных, а для общий чат там был уже, типа, такой, без оскорблений, типа. И я с Одином насчет этого общался, он там, типа, ну, вот это объяснил, что, типа, Невесточер горячий парень, там, все такое. Потом случился сразу за этим еще один конфликт, когда Сван начал какие-то там в чате говорить, что какие-то писали там провокации какие-то в сторону меня, Эрика. И тогда еще Гога, Фулкрум подключился. И я помню, тогда еще Фулкрум слился с нашего боя. Мы должны были с Фулкрумом играть 1 на 1. И плюс еще должны были играть я и Эрик. И Фулкрум еще там кто-то, кого он выберет. Фулкрум что-то написал, ну ты все, вы уже хотите 2 на 2 играть, 1 на 1 не хочешь. Я говорю, подожди, мы будем сначала играть 1 на 1, а потом 2 на 2. Он, да ты не хочешь играть, типа. И, короче, он вот таким тупым образом, что он сам придумал, что типа не хочу играть, слился. И потом у нас еще случилась перепалка огромная с Фулкрумом и Гогой. То есть Фулкрум, Гога, я, Эрик там. Мы, самое главное, с Эриком пишем факты, а они пишут одно и то же самое по кругу. И там еще какие-то шавки им помогают. И Эрик, короче, все выходит с ВЦЦ. И я тоже оттуда выхожу. И типа, ну, я как бы для себя уже окончательное решение принял, что я туда уже никогда возвращаться не буду. То есть, и когда я уже принял решение, то это уже твердо, потому что я не эмоциональный, я очень холодно размышляю, то, что я там увидел, это никак не вяжется с моей, типа, линией жизни, что там могут просто людей педофилами обзывать, там угрожать, короче, и так дальше, им ничего за это нету, не банят, короче, и не мутят, и никакого наказания нету, короче. И тогда, как бы, я начал, типа, двигаться своим путем, я про это ВЦЦ уже и забыл, короче, начал свои ролики снимать, и все. Типа, Эрик то, что начал как раз заводить свой канал, но они, короче, не забыли, они только, ну, там, Сван обещал какой-то ролик снять, типа, на 10 минут, ответ на мой. Он сказал, да не, я не буду снимать, ну, просто ему не было что снимать, ему, если снимать ролик, это только больше лгать, типа, еще нужно было бы. Он бы, ну, то есть они, если мы с Эриком в открытую говорим, что там нам не нравится, какие-то факты показываем, то они это делают все темную, то есть создают какие-то фейковые аккаунты, там преследуют людей и так дальше. Но сейчас я раскрою это все по порядку. Да, сейчас, секунду, еще тебя перебью. А ты знаешь, вот эта вот Мгм. их функция делать все в темную, мне кажется, это какая-то фишка ВЦЦ, потому что не так давно, как ты знаешь, кикнули пулю оттуда, и я на ВЦЦ в общий чат писал, пытался узнать, а кто, собственно, этот совет на ВЦЦ, кто там администрация, кто принимает решения, кто смотрит все эти пруфы и так далее. И я не получил никакого ответа. То есть у них даже засекречено, кто у них там типа главный. Понимаешь? То есть у них там Ну, все ну какое-то да, у очень них скрытно, максимально скрытно. это стало засекречено, хотя раньше ну, было более-менее известно. Ну, там понятно, кто эти главные. Это Давай Сван, да. перечисли. Давай я зачитаю тебе список просто. Ага, Э, давай. Разные игроки называют разные, но вот список плюс-минус одинаковый от всех идет. Что людей, которые так или иначе
либо принимают решения на ВТЦ, либо приближенные, так сказать, к партии, либо просто очень активные и во всем как бы поддерживают ВЦЦ, хотя иногда это абсолютно бессмысленно. То есть это сам Один, понятно, Бондарев, Мгм. Грант, доктор Кузьмич, Фулкрум, Сван, Невесточер, Фабрегас, Химарс, Батон и раньше был Nexus. Но сейчас его кикнули, но информации, кто с ним общается, кто нет, нету, разумеется. Не, ну Nexus, он остался, типа, на ВЦЦ как просто, типа, человек, типа, ну, как аккаунт, типа, его кикнули только с этого отдельного чата PR, типа. Ну, это, типа, не полный кик, то есть он до сих пор там есть, типа, хотя Один заявлял, что он его полностью удалил с ВЦЦ. Ну, то есть это тоже имеет значение, потому что он там начудил прям по полной. Вот перейдем к моменту, когда Эрик начал вести свой канал, и вот, несмотря на этот конфликт, типа, ну, я, типа, для себя просто озвучил факты, что произошло на этом турнире. То есть, если бы они это не делали, то этого ролика бы не было, да. И все, дальше себе двигался, я про них уже забыл, короче. Но они, конечно, про меня и Эрика не забыли. И там начались дальше всякие там, ну, там вещи плохие писать. Но то такое, это мне пофиг. Но дальше Эрик начинает свой канал, и Эрика Один опять уговаривает вступить на ЦЦ. И еще Эрик начинает делать сборы для них. То есть по стримам он начинает делать сборы. И Один говорит, ой, все там будет супер уважение к тебе, там всякое такое. И, в принципе, тогда еще к Эрику приходил там Nexus играть на FIFA, все типа нормально было. И потом один момент, начинается 2024 год, и резко, вот начало 2024 резко Nexus и вот все ВЦЦ резко начинают атаковать Эрика по полной. То есть они, ну, в Эрика открыты все социальные сети, там у него телефон и все остальное. И я думаю, Да. что Nexus подговорил больше даже Сван, то есть вот эта компашка, потому что Nexus, хотя раньше какую-то хрень не говорил, но он все-таки в Эрика более-менее нормально играл. И вот начало 2024 года Эрика конкретно начинает преследовать Nexus, Мацуне, Сван, там, и вся их компашка, короче. Они там собираются на голосе на ВЦЦ, прям в открытую, по человек 20, и начинают, короче, Эрика там и стрим снайпить, и они тогда ему спам-атаку заказали, короче, хотя, несмотря что Эрик собирал тогда, ну, деньги для ВЦЦ на сбор, они уже начали, короче, жестко там преследовать, именно сталкерить. То есть они каждый стрим его преследовали, они слили, короче, его телефон, туда какой-то бомбер подключили. Это, ну, бомбер — это такая спам-штука, когда у тебя телефон начинает звонить какие-то непонятные номера, приходить куча смс-ок, то есть, и вот они ему такую штуку сделали. И тогда же, вот в 2024 году, и мне начали, короче, спамить на почту жестко. Они начали всякие аккаунты Google создавать с гейскими всякими названиями, там что-то там «Соси Амогу», что-то такое, типа. И мне постоянно писали какую-то гейскую штуку, там, ой, мы там вас на съемку приглашаем, ой, вы там такой-то. Ну, короче, Они вот прям любят гейское, да? они очень любят, очень любят. То есть в них, ну, я думаю, что Nexus, он такой худенький, у него женственный голос. Я думаю, он иногда себя ощущает девушкой, и он иногда хотел бы, чтобы сильный мужик, они мои фотки потом увидели, у меня накачанные руки. Они, наверное, мечтают, чтобы я взял их за волосы, да, и жестко, короче, им на клык дал. Но я думаю, у них такие фантазии есть, и для этого они могут провоцировать, что типа, вот, типа, Николас, мы себя плохо ведем, накажи нас. Типа, возьми нас за башку и, типа, на клык дай. Пипец. Да. И, короче, и там был такой случай. Они, короче, вот жестко Эрика прям преследовали, там писали ему всякие оскорбления, гадости, там переименовывались его ником, там что-то Эрик там жопа, там что-то такое, типа. Но каждый стрим они его жестко преследовали, и помимо стримов тоже. И еще они создали кучу фейковых аккаунтов на Ютубе, в Телеграмах, на Gmail'ах, и они собирались вместе на голосе и писали мне там, остальным всякие типа негативные комментарии. И там был момент, когда Колбаса вел стрим,
И он видит, что у него под каким-то роликом пишут какие-то гейские оскорбления. И он, короче, ну, он догадывается, что это Nexus. И он, короче, заходит на ВТЦ, наводит, ну, там, когда разговор, когда наводишь на трансляцию, кто-то транслирует, там видно, что происходит. И он видит, что, короче, Сван, Химмерс и Nexus сидит и пишет с аккаунта Федор Федорович всякие гейские штуки. А вот этот аккаунт же Федор Федорович мне каждый ролик писал всякую дрянь. И потом, когда в следующий раз мне Федор Федорович написал какую-то дрянь, я им пишу, типа, привет, Nexus, типа, пиши с одного аккаунта, типа, что ты скрываешься, типа, приходи, типа, на FIFA ко мне играть, бери Свана Химмерса, типа. И он сразу же, после того, как понял, что его раскусили, через буквально минут 30 уже пишет мне в Телеграм, типа, там, какие-то Виктор Янукович, там, что-то играет в Козаки, там, что-то, потом какой-то Микола Крепость, там, типа, как попасть, ну, пишет сообщение, как попасть в вашу лохматую крепость, и взял мою фотку с Инстаграма, там у меня фотка есть, где у меня, типа, обнаженный торс, и, ну, там съемка была, короче, я мента играл, я, типа, шапка ментовской прикрыт, и в основном, типа, как голый, но я там был не голый, но голый, типа. И они фотку эту на аватарку поставили, короче, ну, я просто поблокировал эти телеграммы, они там мне еще на почту много раз писали, то есть... И вот они реально вот собирались вместе, чтобы писать какие-то гадости там мне, Эрику, ну, иногда там в Колбасе еще. И это длилось на протяжении очень долгого времени. То есть они контент не делают, они свои силы на что-то хорошее не тратят, на свою пользу. Они все силы тратят на преследование других людей. Ну, в основном это Эрик и я, и чуть-чуть Анатоль. То, что они насчет Анатолия написали, вот, при том, что Анатоль тоже делал сборы на поддержку там какой-то скорой помощи для Украины, которая там лечила или кого-то, или эвакуацию делала. И он там под стримом писал, что он типа против войны, типа поддерживает Украину, там желто-синие сердечки. Несмотря на это, все равно они к нему пристали, потому что им не было чем заняться. А ему напихали И конкретно, да, защику. да, его там преследовали, и И, он кстати, вот никого не в тот кикнули за момент... это тоже вроде как. Или после Да, то этого к есть... Nexus вопросы начались. Не, так Nexus аж кикнули из-за этого. Nexus кикнули за то, что он, короче, на ВТЦ там нет разницы, с кем ты играешь, хоть ты играешь чумой, там есть разница только, как ты, типа, выгоден ли ты им для ВТЦ, либо нет. Если ты хвалишь Свана, но играешь с Владимиром, Чумой и Тёмкой, тебя не кикнут. Но если ты не хвалишь Свана, там, Одина и остального, и ты играешь с этими же людьми, тебя кикнут. То есть вот есть такой пример. Бабулан – это игрок где-то там с азиатских краев, там, или Туркменистан, или что там, не знаю, не помню точно, или Киргизстан. Короче, Бабулан, он тоже вот в секте ВЦЦ был, антистеночник, и он жестко хвалит Владимира, Чуму, Тёмку, Свана. То есть вот его фавориты. И он это писал везде на стримах, вот прям прямым текстом. Он причем был модератором Чумы. То есть он в Чумы вот с этим как бы значком, типа гаечный ключ, и он постоянно там в Чумы зависает. И при этом я Одину писал, говорю, типа, смотри, Бабулан вот хвалит этих ребят, он там играет с ними, а Один такое обычно кикает. А Один говорит, ну я посмотрю там, типа, и выходит, что на ВЦЦ он еще, типа, какой-то уважаемый, типа, игрок, там его Грант постоянно, о, Бабулан, типа, ты тут, типа, все его, типа, нахваливают. И это только потому, что он вместе с тем, что он хвалит Владимира, Чуму и Тёмку, он хвалит еще Свана. То есть, если он одного с вождей будет хвалить, то ему уже, ну, можно играть и с Чумными. А если Эрик там когда-то Владимира был на стримах, то его будут хейтить до сих пор. То есть Эрика тогда начали хейтить, что он, почему он не играет с нами, типа, почему он играет с Владимиром, хотя понятно было, почему он с ними не играет, потому что они его на стримах оскорбляют, травят, булят и так дальше. Понятно, что он уйдет играть к кому-то другому. А Ну, вот конечно, Эрик там конечно. играл Слушай, у Николас, тогда Владимира, да, такой класс, вопрос да. у меня возникает в голове. А в казакам вообще нужно ВЦЦ? Потому что с момента его создания, 23-го года, по сути, все, что оно принесло, прежде всего, самим же украинцам, это какие-то конфликты бесконечные и поиск врагов среди друзей. Считаю, что сейчас даже если взять вот в казаках есть там какие-то баги, они не так страшны, как в ВЦЦ, потому что вот что сделал Один. У него была классная идея, то есть сделать турниры и все остальное, но он у верхушку
своей идеей поставил руководить этой идеей людей, которые в жизни ничего не представляют себя, и они хотели отыграться за счет вот мы тут главный теперь, все, мы тут все решаем. Это как синдром вахтерши, то есть вахтерш там в жизни никем не работал, тут ей дали власть, вахтерши поставили, все, она, ой, ты не пройдешь, там в общагу, ты типа все, жди утра, типа она почувствовала власть. И вот те, кто верхушки, они почувствовали власть, они почувствовали, что могут реализовать какие-то свои интересы через то, что им дали власть, ну, такие как в рейтинге там кого-то продвинуть, там кого-то опустить, на кого-то натравить. И вышло, что из-за того, что в верхушке очень много быдла в ВЦЦ, которая постоянно хочет кого-то булить, кого-то преследовать, кого-то там за крепость преследовать, кого-то просто по приколу, там постоянно говорить, кому с кем играть. Вот, например, есть люди, например, Коняка, он не зетник, Да. он живет в Украине. Мгм. И там к нему пару раз на стрим зашли Чума и Тёмка, а Коняка не знал, кто такие Чума и Тёмка, потому что, ну, узнать, кто такой Чума и Тёмка, это там, у меня надо зайти старый ролик посмотреть, там какой-то один, где я это рассказываю. В ССС не сняли ни один ролик, рассказывая, кто такие Чума и Тёмка. Я об этом говорил с Одином, говорю, почему вы не сняли ни один ролик, чтобы люди четко знали, кто это такие. Там мы не хотим их пиарить. Я говорю, так я снял ролик, там 20 тысяч там, просмотров где-то или сколько там, и от Чумы, наоборот, люди отписались, я говорю, и даже мне с России люди писали, что мы им больше донатить не будем, потому что они поддерживают войну. Я говорю, вот такой вот результат. Он говорит, да не, мы не хотим их типа продвигать. Я говорю, так что там продвигать? Вы бы, наоборот, своим бы людям показали, кто это такие, типа. А выходит, что ролики про Чуму и Тёмку снял только я и Эрик, типа, ну, в сторону, типа, осуждения того, что они поддерживают войну. И, ну, Коняка пришел, он не знал об этом. И к нему там зашли эти Тёмка Чума, они же там на стриме пописали, Коняка с ними там пообщался, и все. Один занес Коняку в черный список, хотя вот Бабулана, который постоянно тусит на стримах Чумы, Тёмки, Владимира, его не забанили. И мы насчет этого с Одином общались. Я вот говорю, типа, Одину, типа, если твои ребята хотят, несмотря на то, что они там отбитые, ну, это еще было где-то год назад, говорю, пусть приходят ко мне на стримы FFA играть, типа, Королевскую битву. Они говорят, ну, типа, мы посмотрим, там, если там в черном списке наши, там, Коняка в черном списке. Я говорю, так что вы Коняка унесете? А он там, типа, там, то-то, что-то, короче. Ну, короче, в них есть какой-то черный список, но он не связан с какими-то плохими делами человека, он связан с теми, кто им выгоден и кто не выгоден. То есть, если человек им выгодный, если он их хвалит, то он может играть с кем хочешь, хоть с затниками, хоть там с Сталином, Гитлером, короче, и ему ничего не будет. Если он им не выгодный, то они найдут причину его занести в черный список. То есть они там вот как недавно там Химмерс что-то написал, что типа Николас Ватник, а в них фактов никаких нету, потому что им выгодно типа на меня гнать, потому что я говорю правду, я говорю то, как есть, а им это не выгодно. Им выгодно, чтобы вот ту линию, которую они гнут, и им не выгодно, что типа люди знали, что у них есть такие агрессивные там неадекваты, как там Nexus, как Химмерс. Ну, потому что вот Химмерс, он модератор у всех их стримеров, то есть у Хранда там, у Свана и остальных, короче. И модератор обычно должен следить за порядком в чате. Ну, в них модератор, наоборот, оскорбляет всех в чате, то есть он там пишет какие там, кто пидорасы, потому что они играют в стенку. То есть он весь стрим просто оскорбляет людей. И вот скрины этого тоже есть, я там тебе скидывал. И вот в них реально деструктивная, можно сказать, секта огромная, которая распространяет ложь на основании того, что им невыгодно, что человек говорит правду, все, они заливают его ложью. То есть они уже года 2 говорят, что я там какой-то ватник, зетник, не имея никаких фактов. Но люди ведутся на это, ну, те люди, которые в них. То есть мои люди, понятно, на это не ведутся, потому что моим людям надо факты. Я поэтому, когда делаю ролик, я туда вставляю факты. А в них же все наоборот. В них люди немножко такие приземленные, отсталые. Если им 20 человек скажут, что там Николас Зетник, то они в это поверят. Я помню, был такой случай, я вел стрим, и мне Джокер пишет какие-то сообщения на стриме. Николас, ты как-то мог, ты отписка, что ты наделал. А я даже не понимаю, о чем он, но я понимаю, что он, ну, он на ВЦ состоял, что ему конкретно помыли мозги насчет меня. И он там отписался, и в итоге он вообще ушел с казаков. То есть и за счет того, что ВЦ вот нагоняет на людей ложи куча, люди, многие уходят с казаков, они видят, что постоянный какой-то конфликт,
что те не могут с теми играть, те не могут с теми играть, постоянно кого-то преследуют, и многие, короче, уходят. И это, конечно, наносит большой вред казакам, потому что когда ВЦЦ вот раскочегарилась, когда они сделали вот большую систему, они не снимают ничего полезного для казаков, они контента делают очень мало, но они очень сильно промывают мозги людям. То есть тут игроков не так много. Ну, почему я делал ролики, например, ответы этим антистеночникам, хотя у них каналы были маленькие, потому что игроков мало, а они в дискордах промывают мозги, короче, людям, натравливают людей, короче, на других, и потом мне, например, эти вопросы пишут в комментариях. Я, чтобы 1000 раз не отвечать на один и тот же вопрос, я записываю ролик и отвечаю на один вопрос один раз, короче. И поэтому с ними надо бороться, потому что они будут промывать людей, настраивать. То есть, значит, что они сейчас нацелены? Нацелены на новых игроков, которые еще не знают, что происходит в казаках. Новые игроки присоединяются. Они им сразу говорят, вот, Эрик, он ватник, Николас, он ватник, там, типа, эти плохие, вот эти хорошие, не имея никаких доказательств, и все, они уже там настроили негативно против людей, которые не ватники, которые не зетники, которые вообще живут в Украине, поддерживают типа Украину и против войны, они их уже обострали, что они там чуть ли не террористы, и многие люди на это ведутся, потому что они новички, они еще не знают, кто есть кто, а многих просто, ну, промываются временем. И выходит, что они разделили комьюнити казаков на огромную часть. То есть есть, например, там мой канал, как самое большое комьюнити, где игроки с разных стран, где все играют со всеми, кроме зетников, то есть все адекватные игроки со всего мира. Там есть канал Эрика, где там уже, ну, такой небольшой комьюнити. Ну, в принципе, я Эрику давал рекламу с самого начала, поэтому там много моих подписчиков. И есть там Коняка, тоже такой нейтральный, играет со всеми, но он как бы, ну, неадекватов, понятно, что будет банить. И вот все остальные уже, Ну, еще там, Тёмки, Анатоль, Чумки, они... еще можно, наверное, туда приписать. Ну, Анатолий пока не активный, то есть у него за этот год там, ну, стримов там на пальцах пересчитать, и один ролик там за год. То есть вот там вот эти чумные тоже посливались, но они, думаю, еще вернутся. Но смотри, они, кстати, что ВЦЦ, что чумные, они очень-очень сильно похожи. То есть в тех и тех есть куча аккаунтов подпольных. То есть те и те любят играть сделать, ну, как бы в закрытую, только вот если чумные хоть немного они открываются, типа они говорят там грязь напрямую, то ВЦЦисты, например, там тот же Сван, он там на стримах говорит, ой, я там не люблю конфликты, там я не конфликтный, а в закрытую он очень конфликтный, он очень любит вот грязь лить. Там была такая игра, мой подписчик играл, ну, так вышло, что он играл против Свана, еще одного игрока, а его союзник, короче, вышел еще до конца мира, и мой подписчик построил крепость. И вот Сван с тем игроком, короче, вот что-то там час с чем-то штурмовали, потом Сван, короче, когда союзник Свана хотел добить этого игрока, он говорит, Сван, типа, что голова говяжья, не лезь, типа, сюда, типа, я сейчас буду его обсыкать мортирами. Ну, короче, он начал там ему грубить, потому что он, типа, хотел крепость наказать, типа, он не хотел добивать сразу крепость, хотел, типа, мортирами что ее засать, короче, как они говорят на ВЦЦ, что там обоссать крепость мортирами. И вот там еще были старые стримы Свана, которые он поудалял, где они собирались на голосе, и там было конкретно их лицо. То есть они друг друга там обзывали, там, они про других там плохо говорили, там. Вот это было реальное лицо ВЦЦистов, а сейчас он старается играть типа белую овечку, но иногда вылазит грязь наружу. То есть иногда бывает такое, что на стриме у него горит днище, и он начинает выворачивать свое дерьмо снутри. Ну, это, в принципе, в Эрика был стрим, и там Днепро зашел, и он вот это четко проговорил, что он, типа, год был на ВЦЦ, но он постоянно замечал фальшь. То есть он замечал, что люди, они не настоящие, они пытаются себя кого-то строить. Ну, то есть, можно ли сказать, что с местными игроками на ВЦЦ какого-то дружеского общения у тебя точно не вышло? Да, да. Ну, были, конечно, те, которые просто в конфликт не вмешивались. Знаешь, ты не поверишь, но на тот момент Nexus, например, который там был, он не вмешивался. То есть для меня это, конечно, уже спустя время, да, типа не может такого быть, но тогда это было как-то непривычно, что там, ну, основными, по сути, затейщиками были
Фабрегас, точно помню. Ну, Фабрегас еще адекватно, ну, понял, вот этот ЮАФутбол. Мгм. Еще адекватно пытался коммуницировать. Потом там был Хаймарс, там был э, кто-то еще, Невесточер, соответственно, Сван тоже периодически подключался, но Сван больше был, понял, как куратор-координатор, то есть видно было, что они все на голосе там отдельно, Мгм. понял, Мгм. но он так старался, знаешь, только там пару слов в час, да, там вписать. Батон тоже там периодически участвовал, но он тоже на оскорбление прям не переходил, там только было по сути, 3-4 таких кадра, вот типа Хаймарса, Невесточера, которые грубили. Ну, буду честным, были те, кто плюс-минус пытались типа аргументами Фулкрум, да, там был этот, кто еще, Гога. На тот момент я думал, Гога это здравомыслящий человек. Да, он тоже там его заносило в плане запайки на стене, ну ты сам понял, да, уже по его Мгм. недавней реакции. Но он не переходил на какие-то прям личности, грубить, там, нет, такого не было. А вот я ж кажу, блин, я же говорю, там были вот 3-4 токсичных типа, вот. Вот, а Один, он пытался как-то все это разрулить, или он тоже такой антистеночник, или он просто занимает позицию всяких фулкрумов, сванов и так далее? Ну смотри, я стараюсь давать оценку, да, там плюс-минус объективно, насколько это возможно с субъективной точки зрения. Просто Один это человек, который, ну, я так думаю, Николас может по-другому думать, и он тебе скажет, но я думаю, что Один это человек, который не хочет просто в это все вмешиваться. И он создал организацию, но он не готов нести за это всю ответственность. То есть он считает, что вот если существует какой-то конфликт, я буду в стороне. Вот он тогда и выбрал такой путь, понял? Он вообще Мгм, старался мгм. делать видимость, что его там не существует. Он единственное то, что он знал об этом конфликте, он давал знать только тогда, когда он потом писал: ребята, а почему вы вышли из сервера? Типа, в чем, что случилось? Ну, то есть, тип там главный, по сути, там просто миллиард было вот этих, понял, там сообщений, ну, переписок наших, да, там Мгм, история и мгм. все такое, но он делал вид, что он этого, типа, ну, не видел, да. Ну, О. Ну, сразу о мнении, да? Ну, мнение, конечно, относительно максимально так себе. Просто, ну, что-то странное, максимально странное и неприятное, вот если прямо о мнении говорить, потому что, ну, во-первых, нелогично, если прям брать аббревиатуру WCC, то, что они расшифровываются World Cossacks Community, да, да, да. и просто вот они сейчас набирают какое-то украинское комьюнити, да. Ну, не прям, чтобы прям все-все, но вот типа, насколько я помню, там есть какая-то, боже, как это называется? Короче, экзамен на вступление. А, Получение визы. сервер. А, блин, охи меня, конечно, вымораживает это получение визы. Ну, логично, кстати, звучит, но нелогично то, как это все проходит. Вот это игроки со всего мира и должны там указывать чей Крым. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые, ну, как я вот уже говорил, хотелось бы оставить за игрой. Вот мне кажется, это Мгм. и большая их ошибка, потому что, ну, в целом-то они же хотели по-хорошему, вот эта вся ситуация пошла, и там, я не знаю, как это все связывается, но вот на первый взгляд, что им приходится а, идти по каким-то таким ну, блин, как это сказать правильно? Ну, короче, следовать интересам. То есть идут интересы уже внеигровые. И вот эта штука, которую они сейчас сюда вплели, в казаки, или эта штука сама вплелась, я уж не могу тут. Ну, как бы за такое, наверное, не судят, потому что ситуация довольно-таки реально резкая. Но
мне кажется, что она очень сильно будет мешать. Какое у тебя сложилось отношение к ним? У меня к ним нет отношения, я с ними никак не контактирую. Единственное, что про них могу сказать, может быть, это будет грубо и, опять же, притянуто за уши, но мне Мгм. кажется, что именно такие люди становятся нацистами. Ну, то есть не в плане там каком-то, а вот, ну, то есть они вот такие. Я не знаю, как это приравнять можно, это, скорее всего, из нашей ситуации, наших стран. Но это конкретно идет вот эта точечная война, которой они занимаются, изначально занимались вроде как бы по дружбе, ну, они все собрались, там, друзья, такие молодцы, а теперь это так разрослось, что это действительно стало, ну, я не скажу, что это секта, ну, какое-то комьюнити, которое добра пока не приносит. Любое комьюнити должно приносить добро. Покажи мне добро, которое принесло это комьюнити. Ну, ничего. Казаки – ничего. Турниры липовые. Устали все доказывать, что турниры липовые. Игроки играют одни и те же. И в первую очередь чумные — это в первую очередь еще антистеночники, потому что, ну, ты ж понимаешь, что их в казаках именно в первую очередь объединяет. То Хотя есть тут же у них Сугресден, да, много общего получается с некоторыми из ВЦЦ. я бы сказал, это, по сути, если бы, понимаешь, если бы это была одна сторона, то Мгм. это просто был бы один и тот же коллектив. Вот в чем, вот в чем. Ну, то есть единственная разница между чумными и ВЦЦ — это только в национальности, ну и, соответственно, в силах противостояния. Ну, потому что Украина воюет с Россией, да, и, соответственно, а если вот, ну, так посмотреть, это, по сути, зеркальные, ну, не то чтобы организации, просто типажи людей, да. Вот они идейные, типа, но идейные на словах — это раз, потому что никто, я не знаю, окей, не буду говорить с уверенностью, но никто с ВЦЦ, я, по крайней мере, не знаю, чтобы кто-то воевал. И то же самое и с чумных, да. Такие идейные все, короче, а воевать никто не идет. Э, И то же самое в плане вот этих антистеночных взглядов тоже вот как-то их прямо это объединяет. А самое главное, что некоторые представители, да, там, что ВЦЦ, что вот эти чумные, они же до войны общались между собой, причем там буквально за полгода, там скоро будет война, да, типа, а они там совместные стримы проводят, там Чумка, ну, я же показывал как раз на своем стриме, где там 21 год, конец, понял, Мгм. там где-то зима уже, там декабрь, по-моему, и у Гоги на канале, ну, как раз там и Чума, и Грек, а Грек, говорят, это тоже там зетник какой-то, ну, его уже давно никто не видел, но все равно сам факт. И Батон, и Nexus. Ну, то есть, понял, вот такая компания, что сложно представить. То есть на тот, ну, сейчас, да, но на тот Да, да. момент это было в рамках нормы. При том, что если вы такие все идейные, то война вообще-то когда началась? Если вы уже на то идейные, да, типа в 2014. И Чумка не стал зетником вдруг в 2022, я же уверен. То есть такие люди, они по жизни вот такие. То есть он по любасу, Чумка был из разряда там Крым наш там и так далее. И они с ним общались, тоже им не было интересно, что это за персонаж. А тут в 22-м вдруг все проснулись, понимаешь? Мгм. А ВЦЦ, типа, вроде бы сначала начиналось хорошо, потом вот эти антистеночники, вот этот хейт, потом непонятно, вот они монополию какую-то на турниры, типа, устроить хотели, может быть. Короче, не знаю, какая-то потом бредятина началась, вот непонятно, потому что там оскорблять других блогеров, как Анатолия, они оскорбили, что там Nexus, он вообще, ну, его многие же неадекватом считают еще 8 лет назад. И вот он говорит, типа, Анатолий, что он, типа, общается и стримит пидоров, и Один его сразу поддерживает, да, там, в Анатолии пидоры. То есть вот это поведение, оно не лезет в рамки какого-то World Казахс комьюнити. Это поведение мусорка, пьянка, блювота, вот, ну, уличная возле, знаешь, гопников, типа. То есть, понимаешь? А он, типа, говорит, что они там мировое какое-то. То есть там люди собрались, ну,
основная костяк, которые неадекватно себя ведут, и которые только могут некоторые строить, что они типа хорошие, а некоторые даже не могут, вот как Химарс, они даже не могут играть, что они хорошие, они напрямую там всем пишут маты на стримах там. Ну, то есть То есть, нету смотри, какой-то... адек- просто забавный момент получается. То есть они ни одного видео про чумных не сделали, это ты делал. Нет, Ничего про них не рассказали, да? То есть и их никак тоже, им никак не вредили. То есть, по сути, все, что делают ВЦЦ, это хейтят, ну, украинцев. То есть тебя, Эрика, Анатолия там пидором называют, там, Коняку тоже да, да. еще. То есть смотри, они не хейтят Тёмку, они не хейтят Чуму, Да, да, да. они хейтят только украинцев. То есть при том, что тех украинцев, которые четко против войны, которые, ну, вот мы с Эриком находимся в Украине, при том, что, ну, там Анатолий в Германии, понятно, находится, которые четко поддерживают, ну, ну, против русской агрессии, как бы выступают. Они вот на нас жестко налегли. Ну, понятно, что на меня с Эриком еще есть причина, потому что, типа, мы в крепость играем и показываем, как она может побеждать, как бы, и вообще, как она может играться. А с Анатолием вообще непонятно. То есть причина хейта Анатолия мне вообще непонятна. То есть он и в крепость не играет, он и, ну, как бы и Украину поддерживает, и сбор делал на эту... И Эрик же делал сбор для ВЦЦ, и это тоже не помогло. Они все равно как бы его хейтили. Подожди минутку, сейчас я еще по телефону отвечу. Сейчас я вернусь. Давай, давай. Все, уже здесь. Да. Мгм. Ну, да, вот с этим вопросом. И при том, что заметь, что Эрик, что я, что Анатоль им в ответ не отвечали именно их же способом. То есть мы не создавали там фейковые аккаунты. Мы там, если мы что-то хотим сказать, мы это в открытую говорим. И при том, что Это мы правда. не говорим это в жестком формате, мы просто показываем скрины какие-то, что вот делают вот неадекваты с ВЦЦ там, конкретно там Химарс, Вебер, там Nexus, там Swan, ну и там их еще очень много, это всех не перечислишь. То есть Только вот мы пруф и только хардкор. да, то есть вот даже вот там они берут игроков, то есть у них там как система фильтрации. Сначала там, ну, они когда вот поняли, что их верхушка очень любит материть всех, они поняли, что надо отдельный чат создать. И вышел отдельный чат PR, куда входят только уже типа проверенные, те, кто готовы типа воспринимать то, что они будут обсирать там всех за крепость, материть. А отдельный чат для всех общий, вот этот без пиара, это для людей общий, типа для новичков, чтобы они не отпугнулись того, что они неадекватны. Потому что после того конфликта на турнире, после того, как Невесточер напал на Эрика, на меня, там вот это про педофилов писал, то многие с ВЦЦ, конечно, ушли люди, новички, потому что они думают, блин, что за жесть тут происходит? Слушай, тогда у меня возникает логичный вопрос. То есть, если сервер сам не без греха, и это уже факт, то Мгм. правильно ли это, что именно этот сервер занимает роль некого старшего брата в казаках, и именно он решает, кто чумные, кто нет, кто может играть в турнирах, кто нет? Может быть, так не должно быть? Знаешь, это я могу провести параллель и с Украиной самой. Вот если тут усмотреть какую-то аналогию политических вот этих всех реалий, я бы сказал, вот мне кажется, ВЦЦ и есть отображением самой Украины сейчас. То есть вот наблюдая за ВЦЦ, ты можешь примерно понять, вот что сейчас происходит в Украине. Потому что действительно, когда началась война, действительно, это была, да, там, отечественная война, там действительно с точки зрения идеологии это действительно имело под собою, ну, как сказать, аргументацию. И то же самое про WCC можно сказать, типа, что когда WCC создавалась, возможно, действительно были хорошие, ну, правильные идеи создания. Но в то, во что превратилась что Украина сейчас, что WCC сейчас, это совсем не соответствует действительности. То есть они думают, что только они имеют право, да, там, устанавливать какие-то правила оценки, там, не знаю, какую-то идею продвигать. Ну, то есть
То есть выходит так, смотри, что если ты не с ними, значит, ты или не все так однозначно, или зетник, или ватник, или Да, еще да, кто-то да. там, да? Типа, ну, то есть, а такого варианта, где ты просто здравомыслящий, логически, да, там, мыслящий гражданин, который любит свою страну, вопреки, а не, как мой друг говорит, вопреки, а не за. Ну, то есть, поэтому у них этого даже не возникает. И видишь, вот даже с недавними событиями вот этих решений Зеленского, да, там, НАБУ и так далее, и то же самое вот на WCC, вот как они тоже закручивают гайки, там, вот эти все нюансы. Но его секта, вот это, особенно его отбитые шестерки, это Фабрегас, Укрфутбол, Химарас, вот это те, которые делают всю Вебер грязную входит работу. в этот список? А, Вебер, он частично входит, но он больше по Эрику. То есть он конкретно агент по Эрику. То есть он То есть его цель конкретный пес для конкретно, конкретного стримера. да. То есть Один конкретно, ну, я думаю, скорее всего, там Сван вот тоже натравливал Вебера. Ну, там просто были такие моменты, что вот после этого турнира, короче, скандального, типа, мне Один написал, типа, давай, короче, договоримся, типа, ты не будешь снимать никакие плохие ролики про моих антистеночников, они тебя не будут трогать. Я сказал, давай, типа, я только за это, потому что я их и так до этого не трогал, потому что, ну, как бы в стране война, и так сложная ситуация, еще тут скандалы с украинцами устраивать, я, типа, этого не хочу, типа, я их, ну, хотя я мог уже давно их разбирать на запчасти, типа, я их не трогал. Но Один нарушил свои обещания, и вот его сектанты отбитые начали к нам опять лезть. И вот Один так много раз, типа, писал, что все, я с ними поговорил, короче, они трогать не будут. И опять они трогают и меня, и Эрика, и потом уже Мгм. Анатолия. И так вот много Слушай, раз я понял, слушай, что моментик. бесполезно с ним общаться, да. Моментик один. А ты Мгм. думаешь, Один все-таки главный на ВЦЦ, и он прекрасно все понимает, что это происходит, и покрывает своих? Или ты думаешь, что все-таки он хотел бы быть более каким-то адекватным, но вот эти вот неадекватные небольшая кучка людей им просто манипулирует? Ну, с самого начала я думаю, что он был, ну, более адекватный, но он попал как заложник ситуации, то есть он выбрал определенных людей себе в руководители, а выбора особо большого не было. Конечно, он был, но эти люди как бы были самые активные, и он уже поставил их на места, а он такой человек, что, возможно, не может лишний раз, типа, уже им отказать. И плюс эти люди, все они компании связочкой связаны. То есть он поставил одних, а они все как будто 20 человек, все связаны, да. Если он будет кого-то там, типа, выгонять, то вот все 20 этих человек, они как вместе, да, короче. И выходит, что из-за этого момента он начал защищать это быдло. То есть, может, даже он сам Связка, этого изначально... связка вышиватников. Да, связка тупых антистеночников быдланов, которым нечем в жизни заняться, которым хочется кого-то прикалываться. А кто самые вот такие токсичные и проблемные люди на ВЦЦ, которые доставляют большинству игроков дискомфорт? Ну, смотри, ну, я точно помню, что Детрум, потому что они с Нексусом хуйню творили. Хаймарс тоже по той же причине, потому что, ну, реально, дядьке 40 лет, у него ребенок моего возраста, а он себя ведет как аутист какой-то, типа. Я не знаю, ну, это странное поведение. Ну, типа, что ты ржёшь, но это правда. Типа, он общается с Эриком, нахуй, я не знаю, будто бы это какой-то школьник 11-летний, как вот мы вчера на стриме были, то вот реально интеллект один и тот же. Про будку какую-то рассказывает. У чувака реально будто бы работы нету, чтобы не заходить, не говорить про будку и булить всех в чате, типа. И троллить Николаса в чате у Свана, типа. Это же реально пиздец. Если ты не с нами, ты наш враг. То есть у них другого режима нет. То есть Да, так что это ВЦЦ очень... это режим. Да, спокойно. Вот тут понимаешь, что даже если ты в терминологию, да, там заморочишься, ну, можешь не заморачиваться, но вдруг,
да, там почитаешь там и про режимы, и про те критерии, по которым обозначается, что такое режим, да, какие-то основные его вот эти все нюансы, по которым мы можем с уверенностью сказать, что WCC, да, это тупо, ну, я не знаю, там диктатура или нет, я там сильно прям в этом всем не разбираюсь, но наклонности такие есть. То есть, безусловно. Ну, а безусловная Это, власть, это она же всегда порождает диктатуру. Ну да, то есть это, понимаешь, это не вот эта пропатриотическая ветвь, которая просто делает свою движуху, гнет свою линию где-то у себя, да, там на заднем дворе, и никого не трогает. Не, это та типа пропатриотическая движуха, которая придет и к тебе. А если ты не хочешь быть с ними, тогда ты об этом пожалеешь. То есть вот так выходит. А если ты с ними, и у них есть причины с тобой конфликтовать или тебя гнобить, то есть они тебя выгонят и все равно навешают какое-то клеймо. Мгм, Типа, ну, вот мгм. как вышло с Фенриром, да, то есть все равно они тебя в покое не оставят. То есть вот в чем проблема. Вот, если позиция сервера VCC в том, чтобы не допускать людей с какой-то Z-тематикой, ватников и прочее, не участвовать, чтобы они не участвовали в турнирах, так как они украинцы, я это понимаю. Ну, например, ты сам украинец, тебя кикнули с ВЦЦ там за определенные моменты, пулю кикнули с ВЦЦ за определенные моменты, и он тоже украинец, тоже живет в Украине. И как будто они могут кикать с ВЦЦ, потому что это их сервер, они делают, что хотят. Но вот запрещать играть в турнирах вам — это перебор, потому что, по сути, вас приравняли по правам к тем же самым чумным. Ну да, в принципе, ты прав. Но смотри, типа, я просто... Ну, вообще все началось с того, что я там один раз где-то с Владимиром пообщался. Ну, вообще, типа, много, но вот именно началось это все именно с одного раза, типа. И поэтому там начали с меня жестко рофлить, то, что я ватник, там вся фигня. И там пошел потом жесткий буллинг от этого Nexus. Потом Детрум присоединился, но прикрывался тем, что типа я вот такой вот, типа, понял, ватник с ватанами дружу. Но по факту он просто типа по рофлу вот этим занимался, то, что меня там прикалывал. И ну, типа, я потом уже последние разы, когда это было, типа, меня это уже немножко задолбало, и я решил, ну, по рофлу, короче, кинул эмоджи одно на сбор ЗСУ, типа, вот, если я ватник, то ловите ватника. И потом это было крайней мере, меня кикнули. До этого меня, если я не ошибаюсь, ставили условие, то, что я должен чисто на украинском общаться. Потом было условие, то, что я не должен с Владимиром общаться, но просто, понимаешь, меня больше всего бесило то, что, ну, украинский язык он поставил, типа, больше, знаешь, как, чтобы преподнести мне, типа, урок, понял? Мгм. А не из-за того, чтобы я чисто на украинском. Я у него спрашивал, типа, блин, почему я должен говорить на украинском, если я, типа, всю жизнь общался, типа, на русском? Ну, зачем? Это ж мне, типа, больше неудобно. Он мне говорит, типа, ты украинец, типа, общайся на украинском. Но при том тот же самый Nexus, который участвовал в турнирах Владимира там неоднократно, там, ФФА турниры, там, какой-то 1 на 1 Best of Five. Хотя я за все время вроде бы один раз у Владимира турик брал, и то, когда я там только начинал, типа, играть. Потом, ну, меня это очень сильно, типа, подбило, потому что, ну, почему по факту, типа, Nexus, который даже хуже, чем я, себя ведет, с вот этой точки зрения, типа, ему ничего не делают, наоборот, его, типа, все уважают, какой он охуенный, типа. Потом последний раз, когда я с Nexus общался, он там что-то решил ко мне докопаться, видимо, его в школе, типа, отпиздили жестко, и вот он решил ко мне доебаться. И потом, ну, типа, мы начали ссориться с ним, мы ссорились с ним, наверное, час. Он уже, наверное, там забуленный был, но приходит его подружание Хаймерс, и они начали вдвоем что-то мне там пердеть в чате. Ну, короче, я не сдался, я его дальше продолжал булить.
и потом что-то мне дали мьют, но что было приятно, то, что ему, типа, тоже мьют дали. Это был первый раз, когда нам обоим выписали мьют за то, что он, типа, тоже делал что-то, а не так, что я, типа, обороняюсь, и в итоге только меня и мьютят. Потом Одина это уже все заебало, и он, типа, говорит, давайте, типа, решать конфликт, и придумал, типа, чтобы мы извинились друг перед другом публично, типа. И просто вот вдумайся, самый прикол, типа, он ко мне доебывался, и еще и я должен был первый, типа, извиниться. Ну, это Нормас. смешно, типа. Да, он мне... Я, типа, бля, не знаю, меня это что-то так задело, я ему начал рассказывать, ну, типа, на его языке политическом, типа, говорю, вот окей, вот Россия напала на Украину, но вот Украина должна еще и первой извиниться за это, получается. Ну, типа, по факту, вот я это видел именно так. Вот аналогию я прям, мне казалось, что провел шикарно. Он что-то уходил с этой темы и, типа, мне прислал сообщение, вот как, типа, написал Nexus. А Nexus там написал такое извинение, типа, э, ну, понял, там был заложенный подтекст того, что ему даже самому ржачно, то, что не он первый, а я первый извиняюсь, понял? Когда Один подкупил колбасу, чтобы он ушел с турнира Фенрира, он типа сказал, давай, типа, ты будешь в чате писать только на украинском. Это непонятно было, с чего это условие было. Типа, Один так, типа, захотел, хотя он знает, что колбаса то на украинском общается, то на русском. Типа, он общается на двух языках, типа, под настроение, да. Но почему-то только для колбасы было вот такое условие, короче. Непонятно вообще, почему. И потом колбаса как-то ее задолбала, эти ограничения, потому что там Nexus общается на русском. Хотя он, типа, их какой-то супер, там, короче, вот рейтинговый комитет. И колбасу это задавало, короче, плюс на него там начали, короче, давить постоянно. Еще на него, короче, сперли то, что, ну, то, что колбаса у себя на стриме случайно увидел, что Nexus и Сван и Химарс, короче, с фейковых аккаунтов преследуют людей. И за это на колбасу, короче, не напали жестко. И колбаса тогда решил покинуть их сообщество, потому что они начали его булить жестко. Ну, отношения поменяли к нему. И он решил оттуда уже слинять, и тогда он очень на эмоциях был, и он вот решил записать вот то интервью Владимиру, хотя ему говорили, Да, типа, не да, надо да. записывать, потому что он там Легендарное интервью, Владимир. даже видел, они Наруто внесли в какой-то свой этот блог, то есть, что он там какой-то ватник, Мгм. Да, хотя да, я да. с Наруто, ну, Наруто тоже мой подписчик, которого, ну, подписался на мой канал, и он с нуля попросил, чтобы я тренировал, типа, он захотел там на платные тренировки ко мне, типа, Ну, потому что я его типа, нет на ВЦЦ, поэтому. м, да, его на ВЦЦ нету, но он хотел общие турниры делать, он хотел даже спонсировать это все. И он там с Одином общался, и Одину это не понравилось, короче, что он на ВЦЦ он не прошел, типа, этот опросник какой-то там, типа, и все, его ватники записали сразу, хотя Наруто это армянин, который там живет в регионе, где, ну, такие более, да, ну, старые зоны украинских казаков, типа, и все равно там, и он даже мне Наруто рассказывал там ситуация, когда он как-то уволил себя работницу, которая поддерживала войну. Ну, у него там есть компания определенная. Он с работы аккуратно уволил, типа, ее. То есть он не говорил, что, типа, я увольняю тебя, что ты войну поддержишь. Он просто там придумал какую-то причину, уволил аккуратно, чтобы у него были все адекватные на работе, короче. Ну, у него свой бизнес там, короче. И вот таких людей в ВЦЦ вносят, короче, ватники. Потому что чем-то они им там не понравились, потому что там Наруто хотел там турнир какой-то делать, а у них турниры выходят только вот есть такие, потому что, заметь, все типа чемпионы ВТЦ, ну вот ряженые чемпионы, вот эти сваны всякие, там докторы, они в других турнирах не участвуют. То есть даже если там в турнирах других есть денежные призы, они не участвуют, потому что они понимают, что там они могут проиграть, там они могут типа показать, как они на самом деле играют. Потому что, ну, на самом деле, вот там, вот сейчас я открываю там, например, рейтинг этот ВТЦ, и там Сван на втором месте, и после него, короче, там Артем Про идет. Не, ну это Ну, да, это не может такого быть, короче, конечно. после него, короче, вот я беру турнир 15 ПТ, вот первое место тут Антоха, потом Сван, потом Артем Про, потом Асап, Мик, Кэтвизель, Дэнди, там Невсточер, Нексус, Сталман, Рипи. И тут, короче, после него идут где-то игроков 10, которые вынесут его без шансов. Еще игроков 20, которые с ним наравне может тягаться. Но он почему-то второе место. А ты, ну да, я понимаю тебя. А ты вообще сам считаешь вот этих вот людей, которые для ВЦЦ являются чумными? То есть это Паук, Лоло,
Наруто. Ты сам считаешь их чумными? Конечно же, нет. Потому что признаков и фактов, что они чумные, вообще никаких нету. То есть и плюс, ну, с Наруто я лично много общался, и это полностью как бы очень классный парень, который, ну, очень лояльный, и очень позитивный, как бы. Ну, с Лолой я тоже общался, с Пауком я, конечно, не общался лично, но так видел. Ну, чумными я бы относил тех людей, которые, знаешь, либо конкретно поддерживают войну, либо частично её там как-то, знаешь, посыльно поддерживают. То есть они поддерживают тех, кто поддерживает войну, либо какие-то, знаешь, есть в них проскальзывают такие нарративы вот этих зетников. Ну, в этих людей, которых ты перечислил, у них такого вообще нет. То есть вообще, то есть полностью отсутствует. Но это не помешало ВЦЦ внести их в какой-то черный список и сказать, что они ватники. Ну, я же тоже уже типа для них ватник, хотя если вот сказать там, давай типа на $1000, чтобы ты доказал, ватники или нет, их сразу сливают в унитаз. Ну, я Да, а говорю, они как ты сливные можешь бычки. быть ватником? Я не могу понять. Это же невозможно Так я просто. тоже не могу понять, но Химарс написал в комментариях Одину под видео, что Николас ватник. Один это лайкнул, и в них вот это распространяется уже 2 года, что типа Николас и Эрик ватники, а факты никаких нету. То есть это просто простая болтовня, типа накручивание агрессии, то есть распространение информации для того, чтобы меньше людей хотело типа нас прислушиваться, потому что мы можем сказать правду насчет их турниров, которые были мошеннические, можем правду сказать насчет того, что нас там Сван преследовал, Nexus, там Химарс. Им невыгодно, чтобы это всплывало наружу, поэтому они пытаются на опережение, типа, испортить репутацию человека. Ну, я ощущаю только, что они ищут врагов среди друзей, потому что чумных на самом-то деле не так уж и много, и о них уже всех известно. А они как будто не Да, могут да. остановиться, знаешь? Да, причем, понял, они никогда не брали там участие там, ну, в условной войне против чумных. То есть, да, они типа их презирают, типа, и когда есть причины, они всегда там кого-то будут презирать за то, что кто-то играл с чумными. Но сами они никогда там, я не видел даже что-то подобное, вот как мы с Николасом снимали фильмы про зетников, там целые. Ну, я свой скрыл, но, по-моему, недавно заново, да, восстановил. Типа, вот они как-то были всегда в стороне, да, там, типа, и я не видел никогда атаки на Z-каналы. Вот как зетники нас, вот эти чумные атаковали. Там, ну, я не видел, чтобы атаки были на ВЦЦ, да, каналы. И я не видел встречную реакцию, чтобы ВЦЦ атаковали там кого-то из чумных. То есть, Мгм. возможно, это какой-то хитрый план, типа, там мы настолько их презираем, что мы там не обращаем на них внимания. Так погодите, то есть когда, я сыграл с ними, ну, с Чумкой, Тёмкой, то есть вы заметили. То есть вам удобно замечать только тогда, когда вам удобно. То есть, когда я уже стал неудобен им, там, в частности, Одину, да, там, в частности, то любой мой зашквар можно уже трактовать как зерик, типа. Ну, то есть, да вот то же самое, как только с Фенриром и Одином что-то пошло не так, вдруг Фенрир превратился в в Зефенрир. Зефенрир. Ну, то есть, как удобно, понимаешь? И притом остается самый главный вывод, который можно сделать в самом конце. Всегда ищешь, кому это выгодно. То есть, как я сделал этот вывод у себя на стриме, так я и тебе, так сказать, подведу итоги, да, что учитывая, кому это выгодно, остается только один такой вывод. Ну, это выгодно России. Один Все. агент Ну, ФСБ. то есть, ну, я это, конечно, стёбным сделал, так, знаешь, иронично, Ну, конечно, но конечно. не, ну так, понимаешь, да, можно, называть, что это я так как-то придумываю, фантазирую, но когда ты задаешь, вопрос, кому это выгодно, ну, и да, вот, что это дает, мы ж результат оцениваем их трудов.
Ну, к чему это ведет? К разъединению общества украинского, да, там. А кому это на руку? Украине или России? Ну, Согласен, я понимаю, согласен. я слишком глобально это, но я же говорю в контексте казаков все равно. Ну, то есть, если у вас была с самого начала целая идея объединить комьюнити, а вы приперлись, создали такое, комьюнити, что оно только разъединило, ну, то есть, мне кажется, что, возможно, если бы теперь не было WCC, может быть, украинцы, наоборот, были еще более сплоченнее даже сейчас. Они уже на Эрика где-то больше 100 разных названий придумывали. То есть там, если вот это все собрать с самого начала, то есть кем они уже его не называли, я вот это Одину часто говорил, Один, ой, ну они типа горячие парни, типа там. Ну, то есть он постоянно, если это касается их, то он говорит горячий парень, если касается каких-то других, ой, это он там что-то на нас типа сказал, все его типа банить, его в черный список, смотри, какой он типа плохой, типа у них куча лицемерия. То есть это лицемерие очень сильно палится. Но та аудитория, которая, в принципе, находится там у них, им, в принципе, у них нету сильного критического мышления, чтобы разбираться, кто прав, кто не прав. То есть там им 20-30 Да, человек сказали, да, что вот так вот, вот и все. соглашусь. Кстати, Они поэтому и пошли. да, интересное наблюдение, кстати говоря, вот насчет, что у них нет критического мышления. Со своей стороны, со своей колокольни скажу пару слов. Если мы говорим про украинцев, например, те, кто стримят, то есть ты, Эрик, Анатоль, Коняка, от вас я вот ни разу не слышал какого-то обобщения, знаешь, в сторону русских. Вот за где-то год, что я играю в казачки, очень много раз слышал, не в мой адрес конкретно направленных, но в целом, когда я был в комнате где-то в казаках, либо на сервере, шутки в принципе на всех людей, у кого русский паспорт. То есть там сколько раз я читал фразу «москаль ебаный», я просто даже не буду перечислять. Я за все время ни разу как бы не вмешивался в это, не говорил типа «ну ты как-то фильтруй базар» или что-то такое. Все-таки не все, у кого русский паспорт, несут ответственность за происходящее. И не все это поддерживают по понятной причине. Но потому что я понимаю, что люди, во-первых, на них летят ракеты, знаешь, и они никто не отменял Трампу войны, которая на кого-то влияет сильнее, очевидно, на кого-то нет. Но вот на ВЦЦ вот очень многие как будто не имеют вот этого критического мышления. Они то есть всех под одну гребенку. Понимаешь, о чем я? U nas тоже jest Polaków, można сказать, których nie lubić Ukraińców. Bo сейчас можно сказать так. У нас до Польши приехал тоже украинцев, да. Есть хорошие приехали и тоже плохое. Ну и знаешь, может кому кто-то там, у нас тоже есть такой, я знаю, это есть такой игрок есть тоже токсичный. У нас тоже есть игроки, Раптор. Но Раптор не любит украинцев, потому, bo ему украинцы спиздили, можно сказать, велик, да. Но у них и за это не любит. Подожди, И он подожди. даже может, Они ну, спиздили велик у него? да, да. Ну и просто, и знаешь, и он их не любит за это. И он может даже писать на чате украинцы out с Polski. Знаешь, ну, знаешь, он недовольный, да? Это очень смешно. Понимаешь? Нет, я понимаю. Нет, это, конечно, ужасно. У человека украли велосипед, украинцы какие-то, которые приехали в Польшу. Но просто сама ситуация смешная, согласись. То есть у него украли Ну велик, и и поэтому он не любит украинцев, и в казаках об этом no, пишет. он сейчас в Немczech, в Немczech, в Германии живет. Люди, кто играют в эту игру, тоже историю чуть-чуть понимают, да? Понимаете, это время у нас тоже было хорошее соседство и плохое отношения. Były, знаешь, хорошие и плохие дни, да? И тоже, знаешь, и игроками. Если бы так, не знаю, не делитесь это комьюнити, но так не будет, но просто так не все простить другому. Это так можно бы сказать. Если бы все простили, давайте просто закрываем эту тему и как-то договоримся, но люди не хотят просто. Но если ты ничто не сделаешь про это, Мгм. они просто не хотят. У них есть своя компания, своя думка, но Если подытожить, то, ну, надо
как-то определиться, что мы делаем из игры. Мы делаем игру из игры или мы делаем какие-то переговоры? Не знаю, не знаю, как это еще Или мы назвать. делаем Верховную Раду? Дебаты жесткие. Ну да, потому что, я же говорю, вот о чем ты будешь с человеком общаться, что ты, вот, какой сигнал пошлешь, то в нем и это резонирует, и на такую тему вы и будете общаться. А потом ты Мгм. можешь о нем и всякие гадости говорить, то есть ты его спровоцировал, а потом ты из него делаешь просто говно, которое на весь интернет можно просто сосить. Вот. Ну, как бы, не знаю, что еще можно подытожить. Да, в Ну, принципе, все тогда, я не передаю знаю. привет всем своим подписчикам. Нормас, нормас. Не знаю, ну да, ребят, надо быть просто позитивнее. Ну, если вы пришли поиграть, то просто играйте. Турниры, да, есть, конечно, ситуации, которые возникают, и я же не могу сказать вот прям уверенно на 100%, что те же самые WCC поступают неправильно. Но, как мы видим, это все идет очень сильно так зашкварно. Прям зашкварно и аж очень, очень. Ну, Да, я к не знаю. сожалению, так. Потому что вот если брать меня, то я, конечно, при WCC уже, ну, как будто я не хочу вообще с ними пересекаться. Вот до чего дошло вот этот весь зашквар. Потому что как бы я вижу некоторые моменты, отслеживаю, и вижу некоторые нюансы, вижу, что происходит. Но я не делаю на этом факты, но у себя в голове это я как фактическую информацию имею. И вот WCC это для меня в казаках это самая темная сторона вот этого комьюнити. Ну, это не токсик комьюнити, это болото. Просто здесь по факту, ну, от силы человек 50, которые играют чуть лучше тапка, и вот столько всякой фигни понапридумано, лишь бы вот как-то разделить это комьюнити. Ну, я понимаю, типа, вот в АЦЦ вот чуваки, которые вот действительно там потеряли что-то на войне, понимаешь, и там вот, ну, не хотят с ватниками общаться всякими, ну, которые просто вот реально ватник, вот, понимаешь, вот просто ватник, типа, как чума какой-то. Я этих людей, типа, понимаю. Но вот делать вот это так официально, вот, например, когда пулю, типа, удалили, там даже Фенрир ржал, что в игре на 50 человек просто такая вот официальная фигня, типа. Ну, реально, казаки, они очень маленькая игра, здесь и так особо никого нету, так здесь разбили все на пару группок, типа, и враждуют между собой. Ну, это типа дичь. Я согласен, это очень странно. Ну так это и, наверное, произошло, потому что это игра на 200 человек. Ну то есть смотри, многие же, кто играет в казаки, играют в КС, в доту. И когда начинается игра, я уверен, они не пишут в чат: так, ребят, никто не играет, чей Крым? Ну нет такого. О, как. Они просто тупо начинают играть. То есть они играют с такими лютыми зетниками, там, я в этом уверен. Здесь игра на 200 человек, они зачем-то что-то придумывают. Если человек какой-то ватник, он себя выдаст. В любом случае он себя выдаст. Если никто не будет играть. Ну да. Да, ты прав. Я желаю WCC просто забвения. Просто чтобы об этом забыли, даже не вспоминая ни с худшей, ни с лучшей стороны. Просто вот WCC. Удачи вам в ваших стараниях, потому что нет хуже участи, нежели забвение. Вот и все. Мгм, мгм. Вот, Потому что понял, вот понял. закончится война или боевые действия, и нахер они никому не будут нужны. Потому что вся их идея — это больше политические, нежели игровая. Понимаешь? И как боятся вот эти все политические блогеры сейчас: вот, блин, война закончится, а дальше что? А дальше упадут просмотры там, да, и денежки, и все такое. Вот то же самое ждет и WCC. Потому что, знаешь почему? Потому что за WCC, несмотря на то, что закладывались одни идеи, да, там в этот проект, они все равно реализовали так, что никакого прогресса за этой организацией нет. Наоборот,
Кто задает прогресс? Ну, там тот же Коняка, там вот эти все интересные идеи, которые, да, там мы реализовывали, ну, даже на своих каналах. Даже вот этот фильм, который ты гипотетически, дай бог, сделаешь, это что-то новое. Ну, то есть в любом случае, понимаешь? А они — это Согласен. однотипность, однообразие, консерватизм, потому что мы так привыкли, новое мы не принимаем. Там, ну, вот это, знаешь, забвение. Без прогресса никакого развития не будет. Поэтому я точно знаю, ну, чем закончится их вся вот эта движуха. И попомни Понял, мои слова, понял. я даже не удивлюсь, если после окончания боевых действий где-то через полгода, год, я даже не удивлюсь, если на каком-то из стримов я увижу опять чуму с батоном, компанией, как ни в чем не бывало. Понимаешь? Ну вот тебе, потому что, ну, не могут те люди, которые, только недавно с чумными общались, там, с чумой непосредственно, да, вдруг, с началом войны протрезветь и стать таким прям запаянным патриотом, да, типа, который ненавидит русских, ненавижу там чуму, там и так дальше. Ну, кому вы рассказываете? Апатия, жадность, коррупция, власть, надежда. Новый Discord-сервер. мужество, честь, правосудие. После того, как я узнал всю правду про WCC, конечно же, мне тут делать нечего, и я отсюда ливаю. Далее я перехожу вот в эту вкладочку на первый демократический сервер. На сервер изначально будут добавляться игроки, которые нигде не зашкварились, а потом уже всех новых участников мы будем добавлять голосованием. Таким образом, получится сделать максимально адекватное комьюнити без проблемных персонажей. После этого мы проведем выборы на такие позиции, как модераторы сервера, которые будут следить за порядком в чатиках, и коллегию судей, которая будет заниматься судебным процессом. Первый демократический суд проведем мы над Тёмкой и Чумкой, чтобы понять, что они там наговорили, чему, собственно, фактически все игроки не хотят с ними играть. Далее, если будут появляться проблемные персонажи, которые будут мешать другим играть или будут супер токсичными или постоянно нести какую-то пропаганду, то игроки на них будут жаловаться, и коллегия судей при большом количестве жалоб и наличии доказательств сможет открыть судебное дело. Как будет происходить сам судебный процесс, вы можете тут прочитать. Собственно, все. Сервер открывается с сегодняшнего дня в техническом режиме. Ждите приглашения. Если вы достойны, то вы его получите. Вы укрываете у себя врагов Рейха, ведь так? Come inside and take me over. Write your name across my mirror. Oh, life is a porno, life is a show.